Так, где все? Порастерялись там, по-моему, по дороге. Где Абу Билаз? Так, приветствую всех. А что? Добрый вечер, салам алейкум, друзья. Добрый, валикум салам. А Ибраим, где народ? Сейчас только включили, по чуть-чуть все подтягиваются. Вот, Некоторые. Гебергом были там в украинском, российском стриме, он сказал, я выйду, пойду, иду к Ибрагиму, он не пришел. Был у тебя Геберг? Киборг, это кто такой? Здесь есть здесь? Ну, старик, да, Ахсакал, старик это Ахсакал. Так, киборг, убийца, вы здесь? Заходите. Мой любимый фильм детства. Сайборг. Киборг, убийца, терминатор. Ибраим, ты слышал, прочитал информацию, это, как там, нефтопровод «Дружба» запустили через Украину? Как? Можно уточнить? Трубопровод «Дружба», нефтопровод запустили через Украину. А Европа выделила 90 миллиардов евро Украину кредиты. Это Отличная что, новость. это что значит? Обоим по чуть-чуть кислорода дали, да, чтобы дальше продолжали убить друг друга. Ну, обоим кислород дать, чтобы по чуть-чуть убили это. Ну вот, давайте рассмотрим такой Ассаламу вариант. Алейкум салам. Так, Машу. алейкум ассалам. Амадуй. Да, да, так вот, давайте подкиньте идею, да, вот как всем миром помочь Украине. Вот как можно было бы это сделать? Ну никак, как ядерное оружие не отправишь, Ибраим. Ну, даже если ядерку отправить, да, там осуждаю, там, пятое, десятое, да, неприемлемо, просто как бы общаемся здесь. Вот просто, и что даже вот если отправить ядерку? Кто-то будет ее применять? Нет, нет, конечно. Ну вот, к сожалению, никакого варианта там нету. Это как вот поставить на ринг поставить каких-то этих бойцов, да, вот двух бойцов там с перчатками, поставить их на ринг, а сзади вот стоит, ну или сбоку стоит какой-то этот рефери, у которого автомат в руках, он его перезарядил и говорит: деритесь. И вот они дерутся, и когда, скажем так, игрок, этот самый боец в желтых шортах начинает как бы больше мочить того, который в красных, этот рефери, который с автоматом, он начинает под ноги стрелять в воздух, и чтобы этот напротив стоящий сбавил обороты.
Потом тот, короче, начинает его, этот сопротивляется. Вот Стоит этому в желтых шортах его начинать мочить, опять этот, короче, стреляет под ноги в воздух. Вот что-то типа того там происходит. То есть, к сожалению, вот он так тебе вот хочет, нужно будет драться, и пока, короче, вот этого с этим рефери что-то не произойдет. то есть считаешь, что эти рефери интересанты, да, там? Рефери это, например, взбесившийся Путин с ядеркой. Который устраивает бои. Плюс вот эта география сейчас каких-то конфликтных ситуаций, она расширяется. Вон на другой ковер еще поставить там 2 дзюдоистов, тоже им под ноги пулять иногда. Короче, вот такая вот сложная ситуация во всем мире. Так, это поднимайтесь. Давайте, любые темы приветствуются. Абсолютно. За исключением мата, неуважения друг к другу и так далее. И т.п. Так, Рашидов, то есть Радиош, приветствуем вас. Приветствую, добрый день. Доброй ночи. Добрый. Про войны говорите, да? Ну, просто такая тема началась. Любую тему можем обсудить, начиная там от религиозных. Хорошо, тогда можно я скажу? Вот у нас говорится в религии, что когда будет много войн, землетрясений повсеместно, всякие катаклизмы, войны, придет Даджал, Антихрист. Это время будет близко к этому. В библейской традиции Антихрист, в исламе Даджал. Брат, ты мусульманин, да, брат? Да. Вы И не думаете, что... вы не считаете, что Трамп это Даджаль, Путин это Иса, алейхиссалям, и Нетаньяху это Махди? нет, так не считаю. Можете роли поменять, если я неправильно роли расставил. Астагфируллах. Как ни крути, оно для меня не подходит никакой роли. Ой, Ибраим, есть такое мнение от Антихриста. Есть два личности, я их знаю. Они политикой занимаются и достаточно знаменитые люди, активные. Вот по их убеждению, Даджал, то есть антихрист, это большевизм. А насчет Мехди, Нетаньяху, это вообще против... Да, это вообще не сходится вообще. Нетаньяху где, Махди где. Подождите, тогда давайте поменяем, переставим эти фигуры. Значит, Трамп это Махди,
Нетаньяху это Даджаль, а Путин это Иисус Христос. Да, Радиошвили говорит так, по его убеждению. Я так не говорил. Не, ну мне кажется, очень более подходящий вариант. Но Ну, не знаю. По нашим учебникам там есть свои приметы четкие, каким должен быть. Да кто-то будущее знал, получается, да, Даншвили? Да, пророк предупреждал. Будущее знал, по-твоему? А вот у радио Шви я до конца не вижу, что Он радио знал Шви. то, что ему дали знать о будущем. Так, а вот смотрите, радио Шви, я не знаю, дальше Радио проверю Швили, просто. короче. Радио Швили. А вот смотрите, вы считаете Даджаля плохим персонажем или добрым? Он как бы позитивный или негативный? Его одно из перевода имен, как перевод, что ли, обманщик. Поэтому он однозначно не может быть хорошим персонажем. Ну, смотрите, он может, например, вот когда появится, да, Да. осознать свою неправоту, произнести шахаду и там сделать намаз, в то время как, например, Махди и Иисус, они, короче, наоборот, там начнут бухать, короче, употреблять дурь. Вот такой вариант, он возможен? Я не могу за это говорить, потому что как ему? Я знаю то, что должно сбыться по исламу, а мусульмане, сам знаешь, верят во все это. Если не верят, значит это выводит, ну, как бы их из религии. Не, я Ну, вот поэтому говорю, да, теоретически, конечно, Бог знает только, все может случиться. Но я не хочу это, короче, утверждать, верить в это. не, я вот прикидываю вариант. Вот смотри, если Даджаль, там Иисус появится, потом Махди, и кто-то вот попытается их переубедить, да, там, к Даджалю, ну, вдруг какой-то хороший, искренний мусульманин подойдет к Даджалю, ну, скажет, ну, братан, ну, смотри, не убивай, не это самое, не надо обманывать там людей. Вот смотри, у нас такая прекрасная там религия, вот зачем тебе это все надо? Давай вот шахаду произнеси, и будем жить дружно, короче, в мире, в согласии. И тот, ну, скажем так, растает, да, там, ну, оттепель у него там произойдет где-то внутри. И он, короче, говорит шахаду, произносит шахаду, отпускает бороду, сбривает усы. Ну, ты Короче, брат. начинает намаз Ты делать. мусульманин, да, брат? Да, 72%. 70. Базар жоқ. Вот смотри, короче, Даджаль начинает это самое, ну, по сунне короткие штаны носить, потом, короче, часы на правой руке, потом серебряное кольцо на мизинце, что там еще, волосы длинные, назад зачесанные.
Ну, Одноглазые, знаешь? короче, ну, Ну, там он это самое, второй глаз, там, этот самый протез ему вставят там. И нормальный пацан стал, вот, Даджал. А эти, короче, Иисус там с этим, с Махди ходят, короче, по этим, по публичным каким-то этим заведениям, там, бухают, короче, я не знаю, ну, наоборот, попали, короче, к плохим парням, там, каким-то этим хавариджам. И они их сбили с пути. Вот такой вот вариант. Может такой, как бы, рассматриваться. Не думаю. Почему это? Потому что пророчество должно сбыться так, как сказано. Так, а почему, например, Этот, короче, паблик, ну, да, я понял, здесь оскорбляют, да? кого М, оскорбляют? Ну вот комментарий пишет там всякую фигню. Да на комментарии не надо смотреть, там вообще У вас, это сам. по-моему, у вас это все, да, вот оскорбляют там религию, вот так делаете, да? Ну, если я буду оскорблять, вы можете мне предъявить, я как бы пересмотрю свое это. Мы вроде нормально общаемся. Не знаю, что там в комментариях, я вообще-то не наблюдаю. Так изредка, когда здесь. Например, я мусульманин, да, если я сейчас про христианство буду, например, говорить, что Иисус сделал вот так будет, это будет для них звучать как оскорбление. Я не хочу Ну, этого это делать. тоже можно обсудить, например, христианскую там какую-то тему. Он пишет, смотри, я понял, короче, ваш этот чисто оскорблять, да? Вот Не, мусульмане, я... мы же не оскорбляем христиан. يق حينانتي يق قونو ما يدي Вот حينانتي смотри, يختلا смотри, вот قونو этот, я перевожу, как бы, Да. ну, с يختي цензурой, حينانتي что он говорит, короче, вот зашел и матерится, говорит, мать-перемать, там, туда-сюда. Ага. Вот Ну, такой на кого персонаж. материться? Еще себе Черт Абрек его знает. обозвал. Абрек написал еще. Да, вообще непонятно, что там такое вообще с ним творится, с этим человеком. Алло, 29-й, что с вами? Ответьте. Ибраим, вроде вот еще говорят, что Да, там да. это эсхатологическое представление, да, конца света, еще там отмечается это Яджуж Маджуж, да, как Магог. Да, да, Гог-Магоги еще, Яджуж-Маджуджи должны появиться. Ну, они как бы, о них тоже можно затронуть тему. Вот мне интересно, если Даджал, он не может Ну, это, произнести там шахаду, если это он не все может делать намаз, не может, короче, попросить у Аллаха прощения, то ну, он как бы, это его разве вина получается? Он же как бы, раз ему уже сказали, что он будет вот таким плохим парнем, я не думаю, что он за это ответственность потом должен нести. Или все-таки должен. Ладно, я, наверное, покидаю вас здесь, просто оскорбляет Всевышнего. Всякую где, дичь пишет. ну, Радишвили, где кто оскорбил? Ну, тут Ну вот разные пишет там, люди. долба, там, А вот вы Аллах. видели сейчас, который зашел, вообще какой-то этот, как Чисто будто бы мусульманин, его... который зашел. Да, как будто бы его, я извиняюсь, там кто-то надругался над ним, и он сюда заскочил. Никто не оскорбляет здесь никого. Радишвили. Не-не, здесь был один какой-то абрикос, по-моему, от слова абрикос же, абрек или как? Одно туда, Ибраим. Ну, ТикТок же всякие бывают, надо не обращать Ну, внимания. раз вы знаете исламскую версию, у нас есть такая
теория. Я тут толком тоже как бы не знаю за религию полностью, но так, то, что знаю, скажу. У нас в основном и говорят, что евреи хотят снести Аль-Харам и вместо него построить этот третий храм. И что они это не делают тогда? И, в общем, когда придет Даджал, они подумают, что это пришел ихний Машиах, и последует большинство евреев за ним. Подожди, а почему они это самое там уже не переделали это? Храм или что там? Ну вот стараются, вот недавно только, сколько уже, 20 дней, говорят, Аль-Харам закрыт, пока там всякие вот эти хайвай, вот это все идет. Вот они хотят именно вот прям на этом месте построить, говорят у нас, например, да, наши там теории в Гугле, хоть там в Ютубе. Почему? Они могли бы его в любом месте построить, но они знают, что как бы если это и сломать, это мечеть, вот именно хайвай А, нужен. а это правда, что они будут прятаться за камнями и деревьями, и какое-то дерево не будет говорить, что за ним спрятался еврей? Да, это забыл, как называется, еврейское дерево, короче. И оно говорящее, да? Ну, да, в пророчестве нет, оно, по-моему, наоборот, не будет подсказывать мусульманам. Мусульманам камни, там, деревья, типа, другие будут животные подсказывать, вон за этим и этим, типа, еврей. А вот это дерево не будет говорить, что-то вроде этого. Интересно. Это самое. Там в Израиле есть такие, да, говорящие камни, деревья. Вот это... Нет, ну это пророчество, видишь. Есть, Вот есть это вот, хадис такой есть. кто там удалить можете? Без конца это что-то пишет всякое. Где он? З- Занят. Блин, я Так, чеченский не знаю, что до здесь Нахча, до Нахча, ты говорящий, говорить можешь, заходи. Жена это самое, в другую комнату перейди, где жена не спит, чтобы поговорить. Тебя не слышно, что-нибудь скажи. Подай знак, ты живой еще? Подал знак, микрофон выключил. А, значит, живой. Вот, Радиошвили, ты не читай комменты, не читай, не обращай внимания. Мгм. Короче, вот, а почему они сейчас сразу там это самое не построят, все, не подготовят? Чё? Ну, думаю, Эх. время еще не пришло. Они, короче, говорят, что типа, если они построят, вот тогда придет Даджал. Для А них чё они Машия, тогда? А чё они Машия. тогда медлят? Надо же наоборот, вроде, чем Ну, быстрее, пока, тем лучше. Иван, пока война идет, Ну, как не видите, стараются как могут. после войны, наверное, построят. А зачем сейчас строить, чтобы и разрушили опять? Радюш, ты думаешь, они поэтому эту Каабу разобрали? Да я не знаю, я вот просто эту теорию слышал и говорю. А вот Есть, эта мечеть, главная мечеть, которая там, она как Аляска называется? Аль-Ахса. Алекса. И в другую не может прийти, да, вот этот маг. Ну Именно вот, туда. А вот я, говорят,
говорят, что с небес туда спустится Машех. А вот у нас есть в Грозном, Путин построил мечеть имени, это самое сердце Чечни, но сейчас хотят его назвать именем Путина, скорее всего, назовут, мечеть Путина. Вот она тоже вроде приличная такая большая мечеть. Туда как-то вот эти координаты перенаправить вообще есть вариант? Вот туда, чтобы этот самый спустился. Вот ты даешь, бля. Да, пусть строят мечеть, что там, хоть Путина, что там, мало мечети, люди вон имя своего отца дают мечети. Пусть строят. Не, я, например, хотел бы, чтобы туда спустился этот Ибраим, ну как ты, Машиак. Ибраим, операторы там опасные в Чечне, российской Чечне. Недавно случайно наши самолеты сбили, так что там неподходящая посадка. Смотри, если эту мечеть назвать Аляской, то можно же как бы будет это пророчество туда перенаправить. Он же вроде в Аляске должен спуститься, и если ее Нет, назовут... Ибраим, Аляска должен быть оригинал. А это в Израиле, в Палестине. Это так, Ну, Гамлет, вы YouTube канал не ведете, да? Нет, у меня YouTube канал нет. М. так, Гамлета я не читал, если что. Надо прочесть как-нибудь. Вот у Шекспира, знаешь, какой король Лир. Смотрели, Ибраим? Так, вот здесь кто-то пишет, гастрит. Ибрагим, как можно объяснить участие Басаева в конфликте в Абхазии? Ну, никак нельзя объяснить. Можно объяснить это только провокацией, да? Потому что вообще ситуация какая была? Вот это когда парад суверенитетов начался, и Абхазия, там вроде тоже какие-то настроения, типа быть свободной республикой, что-то такое. И так как чеченцы тоже хотели быть свободной республикой, свободным государством, вот по всей видимости Ибраим, на этой теме туда затянули ну, их, Ибраим, но как мы видим, то, что там происходило, это как бы было уже с подачи русских, потому что сейчас же мы видим, да, вот как они напали на Грузию и Абхазию, и Южную Осетию, откололи и присоединили к себе. То есть изначально это видно, что оказалось так, что это не воля, короче, вот этих вот жителей вот этих республик, а получается это такая как бы провокация, пропаганда, на которую они повелись и взяли, откололись. Ну, не то, что откололись, там не факт, что все жители, короче, хотели этого, да. Но получилось так, что их отрывают от своих этих, от близких себе там кавказских вот этих там грузин, да, и куда-то к русским присоединяют. Вообще полный тупняк, извиняюсь за это. И на мой взгляд, вообще ни Басаев, никто туда вообще лезть не должны были. Сейчас, правда, это задним числом, вот так, скажем так, уже умным таким, быть умным и об этом говорить, это легко, но вот там на тот период ну, нужно было четко вникать, что происходит. ну, Ибрагим,
человек без ошибки не бывает. Ну так-то Басаев, к сожалению, дров тоже много наломал. Ну вот именно в первую русско-чеченскую войну Басаев, вне сомнения, в первую русско-чеченскую войну это абсолютно герой чеченского народа. А вот то, что он туда, в Абхазию куда-то, как бы, ну, затянули его, да, или то, что он потом вот это, Беслан на себя брал ответственность, какой-то, ну, Норд-Ост и то, что было. Вообще в Дагестан полез куда-то туда. Вот это уже, как бы мы ни пытались, ну, не получится это, скажем так, как-то позитивно какое-то это найти этому объяснение. Все-таки, может быть, спецслужбы там навлияли на них, или как ты думаешь? Ну, через религиозное вот это дело. Именно Вот через... вот каким-то образом вот через религиозные, да, эти понятия. Да, именно через религиозное вот эти приемы, да, применяют там. Вот так вот облапошили. А так, когда там Басаев четко придерживался там национально-освободительной вот этой вот, ну, вообще идеи, тогда он все делал правильно, и у него получалось все. Так, что там у нас Разве Басаев не видел, что он плечом к плечу воюет вместе с русскими? Вместе с русскими, плечом к плечу, и я не знаю, я бы так не сказал, потому что плечом к плечу с русскими там они не воевали, они с абхазами воевали плечом к плечу. И, на мой взгляд, делали это неправильно. Хотя, повторяю, сегодня вот задним числом это четко видно, да, то, что там произошло. А вот там, если на тот период, это, не знаю, меня там не было, я на тот период вообще, ну, по возрасту еще вообще пацан. Но даже если бы я в их возрасте был бы, вот, я не могу точно сказать, смог бы я оценить на тот момент правильно эту ситуацию. Но сегодня 100% вот задним числом я это осуждаю, потому что мы видим, что это была провокация, да, там русские пытались раздербанить Грузию. Да, грузины пониманием относятся к этому. Я вот был в передаче Гела Васадзе, журналист, все по палочке рассказывал, что случилось там. Так, у нас еще гости Моцарт. Приветствуем вас. Моцарт, Здравствуйте, Бетховен, Штраус. Это самая известная личность. Хотите это расскажу, кто у меня на аватарке стоит? Вкратце. Кто? Это Жумабек Ташенов, который Хрущеву когда-то прямо отказал дать 5 областей Северного Казахстана. Когда осваивали Целину, хотели сделать его кормушкой России. Под предлогом освоения Целины хотели присвоить 5 областей Северного Казахстана. Караганду, Акмолинск, Костанай. Вот. И этот человек отказал Хрущеву, не подписал. Потом его, сделали этим. Он простым сельским учителем стал, а был как почти премьер-министр тогда.
Он же был как бы гошником. Ну, кем он был, я не знаю точно, но этот подвиг все знают. Нет, Ну, нет, я знаю. История этого человека я немножко видел и читал, но он был как гошником. в России своя история, в другом месте своя история. Вот недавно, например, да, конфликт был, знаете, да, там чеченцы, казахи. И тогда вот такой разговор пошел. И где у нас начали казахи писать, например. И где это братство? Всегда говорят казахи, братья, братья. Там что типа сделали. И тут один казах-блогер сказал такую тему. Чеченцы делятся на две категории, говорят. Простые и кадыровцы. Давай не будем говорить так, кадыровцы, нету этого. Диалога такого нету. Казахи чеченцам помогли. Это факт, в самом деле. Ни один Нет, чеченец, ни один я ни цитирую, один подождите, я цитирую блогера. У меня родители репрессированные на самом деле. Я сам Октябрьская область, город Кокчетау есть у вас. Вот. Сейчас не знаю, как Так, кто называется. это говорит? Кто это говорит сейчас? Ну, непонятно. В смысле, кто говорит? Темный аватар какой-то. Кто сейчас говорит? Ну, Моцарт. Это Моцарт говорит? Моцарт молчит пока. Я слушаю вас. Я говорил, меня сразу перебили. Не, кто не говорит, микрофоны выключите, пожалуйста. А то Хорошо, непонятно, кто давай. говорит. Давай. И в общем, По очереди. я цитирую блогера. Он говорит, один человек из Казахстана проезжал, и один военный чеченец, он прям агрессивно, прям на него это. Тогда я понял, что военные это в основном запутинисты, короче. И никакого там нету братства, оно. Вот так я слышал этот разговор. Я живу в Казахстане и могу говорить. Если кто не может, я никого не заставляю отвечать на это. Вот и вся правда. Между, я не думаю, что между казахами, я чеченцами живу в России, есть. и я тебе могу одно сказать. Система, это есть система, на самом деле. Она говорит и гласит, линейно. Любой ногче, независимо он в структуре, хозяйственник, благодарный вам, казахам. Благодарный. Да, я это знаю. Поэтому какие-то единичные случаи нельзя обобщать. В ситуациях. И вот, знаешь, в Москве, на самом деле в Москве казахов мало. Я их практически не вижу, но были случаи, когда ситуация была, и им надо было помочь. Вала, я им помогал. Машаллах. Я знаю, нет, я же говорил, что народ всегда на стороне народа. Народу делить особо нечего. Вот и все. Это я просто цитировал блогера. Я в этот конфликт даже смотреть не хотел, если честно. Подробности. Пиарщики. Люди есть люди, народ есть народ. На самом деле. Вот блогеры, там всякие бывают люди. Вот мое мнение, не надо так делать. В каждом нации, в каждом народе есть плохие люди. Это согласитесь.
А что там конкретно произошло? Что конкретно Ну, я произошло? даже не знаю, что произошло, но то, что человек сказал, и я ответил на как-то ситуацию. Ради Чисто цели. бытовой конфликт. Вот короче. примерно Ну, недавно я видел если это ролик. бытовуха, вообще нет уже смысла об этом Вот говорить. недавно я Не, видел широкий резонанс он получил в Казахстане. Да, но это плохо, наоборот, если широкий, Ради потому что цели. бытовуха, она не может как бы перерастать в какое-то... Не Это как уже... бытовуха. Это, в общем, завод, Это... что ли, что-то такое там, рабочий. И там силовики и охранники, чеченцы, короче, начали бить, даже раздевать, короче, вот такие вещи были. Вот Которые все недавно было, попало на камеру. Не, буквально ну... вы найдете, можно послушать? Вот буквально это было где-то месяц назад. На границе Чечни въезд. Казахи заезжали, и такой казах говорит: брат, что тебе надо? Давай я тебе домой привезу, давай я тебе это. Вот этот случай видели вы? Вот прям было такое. На самом Да, деле, факт. брат, я тебе ничего не говорю. Народу Было. тоже не Прям надо. он такой говорил: давай я тебе домой повезу, давай. Он туда-сюда, вот прям такое было. Поэтому всякое бывает. А что, в Казахстане плохого не бывает, что ли? Конечно, бывает. Нет, я вообще про это не Ну, вы в говорю. Казахстане помните, когда вы чеченские селы пытались громить, когда наезжать, все население Казахстана были обостренные на чеченцев. В Казахстане же есть села, Брат, чеченские тебя же села как есть. зовут, брат? Меня зовут Саид. Саид, смотри, Смотрите, Ибрахим мне друзья. задал вопрос, что случилось. Правильно, да, Ибрахим? Да. Я Вы просто... сразу, брат, вы Тема сразу какая-то начали там. защитный механизм включать и меня перебивать. Никакого Он- защита нету. Да валай, нет. Я спросил, да, я сказал же, я народ не очерняю. Вот ты теперь уже сразу начал говорить, что Да, было в вот Казахстане. давайте Подожди, я тоже теперь Да, дай было в доскажу. Казахстане. Нет, Нет, то, что казахи ты говоришь, спокойный народ, да? Знаешь, ты да? говоришь, Ты не то, даешь что... сказать. Давай по очереди. 1 минуту ты, 1 минуту я. Ты говоришь, что казахи там что-то сжигали. Казахи спокойный народ. Там был конфликт такой, что чеченцы жили селами, но и делали там, потасовка была. Что-то там замутили, короче. И казахи только тогда поднялись. Казахи такой же, как и чеченский горячий народ. Если что-то он сделает, они до конца вот так сделают. Но максимально спокойный. И это было уже давно. Я тебе Ну, ничего не смотрите, говорил. я тоже Ибрахим выскажусь. Да. Когда ты закончишь радио... Да, Ибрахим радио- задал, я просто начал отвечать. Ты сразу перебил и начал говорить, вот мы так. Я не говорю, что чеченский народ там что-то где-то. Когда сначала я начал разговор, я сказал, этот блогер сказал, есть кадыровцы и есть простой народ. Народ всегда поддерживает народ. Все, этим разговор закончен. Я это почему спросил, не чтобы меня перебивали, да, чтобы я как бы хотел тоже понять. Поэтому я спросил, вообще на какой основе это там произошло. Если это бытовуха, то об этом даже говорить нет смысла, да, как чеченцы и казахи в таком формате. Ладно, То есть, если, давайте если забудем это, тогда. да, если это, не, я сейчас не пытаюсь там обвинить кого, вообще там на будущее, да, ну не то, что я надеюсь и в будущем там ничего не будет происходить, но тем не менее как бы прокомментировать, да, вот эту обстановку. Мгм. Если в бытовухе там, например, вон пошли где-то в дискотеке какие-то люди там подрались, да, за тёлку, чеченцы, казахи, вообще это бессмысленно Да, там говорить да. наши, ваши, это вообще тупняк. То есть если Ну, там кто-то неправильно поступил, просто его надо четко осудить всем, без разницы он какой национальности и так далее. И Ибрахим, вот так это должно решаться. Ну, когда это там вот наши, ваши вот пытаются в этот формат перевести, это неправильно. вот именно. Ибрахим, вот знаете, в чем опасность в такой ситуации?
Руслан Курбанов, по-моему, зовут его, дагестанский. Кто же он? Блогер, что ли? Журналист, по-моему. Вот он как-то он же... Нет, ну он какую-то правильную вещь сказал, что есть там в Европе CNN, у кого-то там Аль-Джазира, а вот кавказские народы или другие народы, их можно любой информацией между собой рассорить. Вот в чем опасность таких. Ну вот моментов. как раз Курбанов один из тех, кто вот этим и занимается. Настраивает там чеченцев, в частности, против евреев. Вот такую вот тему поднимает. Если ты просто не в курсе, зная, что вот это за персонаж, изучая его, это вообще Я его не слушаю в человек, последнее который время. работает именно на действующую вот эту власть. И Я постоянно знаю. пытается именно как бы интересы вот этой вот Я знаю. системы прогнать. А так, да, он может где-то 5% правды сказать, чтобы потом 95% лжи вылить, короче. Ибрахим, вот я когда понял то, что вы говорите, раньше я тоже не знал, мы все слушали вот в Средней Азии, как будто он аудиторию свою копил. Вот типа праведник, мусульманин, и мы все вот так думали, верили. Но в последнее время, когда когда война началась, начал его внимательно слушать, у меня сразу же я перестал его слушать. Я понял, что я так думаю, что он как раз таки, ну, спецслужбы, короче, журналист Кремля, возможно. Вот скажи мне, пожалуйста, вот спецслужбы Кремля, вот ты так говоришь, а вот Кремль, Россия, разве действует против Казахстана? Не совсем обязательно это прямо действовать. Я говорю просто журналист Кремля, а мы его воспринимали как журналист народа. Да, И как защитник свободная какая-то мусульман Средней знаешь, Азии. я сам же Нохчи на самом деле. Вот Казахстан это одна из основ бывших республик Советского Союза уже получается. Вот. Вы получили от Кремля, от Советского Союза, от России одни из основных заводов, переработков газа, нефти, трансляция. Ну, много чего же получили. Саид, твоя риторика созвучна с риторикой кремлевских пропагандистов. ОРТ, Первый канал ОРТ. Да, теперь да, я отвечу Саиду. Саид, ты говоришь, вот мы получили. А ты знаешь, что Казахстан при Голодоморе коллективизации потерял сколько скота и 70% своего населения? Массовая русификация. Массовая Конечно, знаю. русификация. Подожди, И послушай. любое назначение скажи, Заводы, которые в конце 90-х купила же российская мафия, такие как Машкевич, выкупила за копейки, и которые все были закрыты по причине истощения. Это во-вторых. Потом, я тебе скажу, вот мы дали. А что получила Россия? 24 республики, 4 автономных округа со всеми богатствами. И не взяла Казахстан в рублевую зону, когда 3 раза просилась. Без конца говорите, дали. Вот тебе не стыдно, как чеченцу, говорить то, что говорит Путин Нет. и Кадыров? Мне стыдно за тебя, честное слово. Подожди. Стыдно это другое. А то, что ты говоришь, что мафия захватывала весь Советский Союз, на самом деле. Ну, тогда вот ты должен это знать и не говорить мне это. И вот если Ибрахим меня понимает, я вот так скажу. Саид. Я тебя четко понимаю. Просто Да. Саид постоянно там смотрит вот Просто это знаешь, что русское телевидение. обидно на самом Вот деле. смотри, Ибрахим. Я не ставлю ситуацию. Ибрахим,
Знаешь, чего я больше всего боюсь, когда Саид такие вещи говорит? Я боюсь того, что вот чеченцы говорят братья-братья, но иногда мысль у меня появляется, уже после таких слов, если куда скажет Путин, вот такие, как Саид, готовы забыть, что казахи братья. Вот меня что пугает. Ну, это сейчас вот в Украине, да, что происходит? В Украине, когда русские напали на Украину, они как раз-таки туда шлют и чеченцев, там, и другие народы в качестве вот такого пушечного мяса. Поэтому, да, такая ситуация есть, к сожалению. И Саид сейчас... Вообще-то нечестно нам с Саидом дискутировать, потому что он там в концлагере где-то сидит и все-таки не будет правду говорить. Ему как бы нету варианта этого говорить. Я не знаю вообще, зачем он влез вот в эту дискуссию. Ну, он, наверное, думал, я ничего не знаю, ничего не могу ответить ему. Я сказал, как есть. Ну, как раз таки Саид ничего не знает. Не в обиду это Саиду. Саид знает только, что русский телевизор там показывает. В мире есть единственная страна, ну, так я слышал, по крайней мере, которая у себя на родине стала меньшинством. Скажите тогда, Это давайте так Казахстан. сделаем так. Хорошо, я телевизор. Давайте так сделаем. А где правда? Ну, она где? Именно какая тема у нас сейчас? Ну, в общем, если взять ситуацию, вы говорите, что я только телевизор смотрю, ну, что вы говорите. Ну, вот ты сейчас же не сможешь высказать, ты же сейчас не сможешь правду высказать, если я какую-то тему начну. Валай могу, Дейл-Кура могу. Бляшка, тебе надо было в рот ссать. Багветел бьешь, барон. Так, еще один обиженный. Ты Машол, чеченский. Да, Машол. Вот этот град, ты там, что тебе, это самое, по-русски на бутылку тебя посадили или что? В чем проблема? Ich извращенный ум Вот у русских испокон веков было вот это сажание на кол, осуждаю, да, то есть вот эти традиции, культура, обычаи, оно потом со временем в такую лайт-версию перешло, когда создали милицию России, там царскую охранку, как бы уже людей как бы не это самое отправляли на концерт Кобзону, а чисто это кто там, у кого проблема? Это град у вас, он живется где-то. Град, Адиш, шуис. Град, это что, бутылка там, русская бутылка, что ли, издает эти звуки? Потом вот эта вот традиция, культура, обычаи русских, оно перешло официально, и когда людей там, выбивая показания, там туда-сюда, вот используют вот эти бутылки, дубинки, швабры всякие. Вот такое дело. Поэтому, к сожалению, когда нашу республику захватили русские, вот с этого времени они эту культуру, эти традиции принесли, и вот Град, по всей видимости, жертва. Вот я, знаете, я всегда задаюсь вопросом, захватили республику. У кого захватили? Ну вот у чеченцев захватили республику. У чеченцев захватили. Вот у кого захватили? У чеченцев... Вот чеченцы в 90-х годах, когда объясняю. Не, объясняю, я тебе объясняю. Ты вопрос. Мне просто реально, я клянусь Аллахом, мне просто интересно это. Вы говорите, у чеченцев захватили Олаш.
Вот, и Объясняю, ты постоянно. вопрос задал, я тебе объясняю. В 90-х годах Советский Ага. Союз, 3 человека собрались, вот русский, украинец, белорус, подписали о ликвидации там СССР, да, Советского Союза. Его как бы Ага. пустили на свалку истории. Ага. Дальше там республики, бывшие вот этого Советского Союза, также автономии начали формироваться. То есть начали устраивать свой вот этот вот быт. В то время Казахстан, Грузия, там, Узбекистан, Балтийские страны, короче, Украина, Армения, то есть вот эти 15 республик и автономии, они, начали как бы свой статус, там, кто в Россию, кто из России. И получилось так, что вот Татарстан провозгласил как бывшая автономия свою независимость, и чеченцы провозгласили как бывшая автономия свою независимость. Это позволяли законы бывшего Советского Союза, потому что в 90-м году принят закон 1409, если я не ошибаюсь, закон о выходе там автономии из Советского Союза, там, из союзных республик, выход автономии. То есть все это позволяло чеченцам и грузинам и всем. То есть статус, скажем так, автономии, он уравнялся со статусом союзных республик. И каждый имел право самоопределяться. И в этой ситуации все республики и автономии, которые захотели, они самоопределились. И Татарстан просто потом Татарстан раньше, чем мы, провозгласил свою государственность, независимость. Вот мы, как чеченцы, провели 3 общенациональных конгресса чеченского народа. И на 3-м конгрессе, вот с участием Джохара Дудаева, который впервые на 3-м конгрессе появился, его вот это выступление взорвало публику. Это как бы в хорошем смысле этого слова взорвало, чтобы здесь там не блокали, не банили. Это как бы такая риторика. И там провозгласили чеченцы, вот на 3-м общенациональном конгрессе приняли декларацию о государственном суверенитете. Чуть-чуть обогнали именно вот это, как он назывался, правительство вот это Советского Союза в лице Завгаева, которое было, Верховный Совет Чеченской Республики, то есть их обогнали именно народные вот эти организации, народные вот это вот гражданское и общество, короче, и самоорганизовавшись, просто приняли декларацию о государственном суверенитете. Позже на основе этой декларации, вот в 1992 году уже была принята Конституция Чеченской Республики. И чеченцы провели выборы в 1991 году. На выборы с явкой в 72% из всех там граждан, 72% граждан, которые выборочного вот этого возраста, подходят голосовать, 72% была явка. Это отличная явка, и на ней 90 с копейками процентов проголосовали вот за Джохара Дудаева, который сразу, как вошел в должность, уже в соответствии с декларацией, сразу же принял закон о государственном суверенитете. И чеченцы начали двигаться. До 1994 года мы жили в независимом государстве. Вообще у нас ничего общего с русскими не было. Абсолютно ничего. То есть никаких, я не знаю, ни экономических, да, там какую-то нефть, какие-то горюче-смазочные вот эти, что-то продавали туда, там, в другие страны. То есть это какое-то экономически это происходило, но этого абсолютно не вне вот этого российской там юрисдикции, вне их, скажем так, вообще в государственном вот этом поле.
То есть мы Брат, как отдельная закончил. республика. Да, просто ты, видимо, у тебя нету информации, Вот смотри, ты вот смотри, вот удивляешься, смотри, ты я не удивляешься, удивляюсь. кого захватили, как захватили. Конечно, Никого не... захватили. А, ну, дискуссии вещь моей. Да, Вот я смотри, просто вот ты объяснял. говоришь, все правду сказал на самом деле. Ну, всю правду сказал. В малом ситуации, простым языком, я тебе сейчас скажу, мы не сумели сохранить то, что нам дали. Нам дали дойную корову, мы его не подоили. Худина, Кто нам дал? Березовский, Кто нам дал? Березовский, Ахша. До того, как о Березовском говорить, объясни мне, что такое нам дали корову дойную, мы ее не сохранили. Что ты имеешь в виду? Мы его не дали, мы его не сумели сохранить на самом деле. Нет, кто нам дал дойную корову? Кто нам дал? Ну, Советский Союз. Какой Советский Союз дойную корову дал? Определенно Советский Союз, на самом деле. Вот то, что вот я тебе даже пример дам. Я жил в микрорайоне Жимарцугена, Дьякова, улица Боны. Примерно. Я просто вот, ты когда вот нашему другу казаху Радиошвили, ты ему говоришь, что им казахам дали Советский Союз. Теперь говоришь, чеченцам что-то дали. Чеченцам ничего не дали. На самом деле чеченцам ничего не дали, чем казахам или там белорусам или там украинцам. На самом деле, что Немного хочу поправить. Казахстан самый первым на себя принял вот эту за независимость. Мы самые первые начали, но самые последние вышли. После нас это все подхватили все республики и начали выходить на этот митинг. Казахстан это Азия, получается. Это было стратегически важно, вот в момент следующий. Но сейчас, если человек говорит по поводу Нет, Дудаева... ты говоришь, дали. Я тебе говорю, что мы первые начали за независимость. Николай, братан, вам Радиошвили, дай ему досказать. Дайте ему досказать. Ну, дали же, на самом деле. Что у вас было в Казахстане, если так взять? Не уходи сейчас на Казахстан, просто я хочу понять, вот ты говоришь, нам кто-то что-то, что у нас никто ничего не отбирал. Пример ящик. Вот Чеченская республика, то, что вот независимая, то, что и полностью я с тобой согласен. Это правда. Но мы же не сумели это все сохранить. Ну как мы не сумели? В смысле? Знаешь, почему не сумели? В военном плане не смогли. И в военном плане, и в политическом плане. Знаешь, я однажды, такой, будучи молодым человеком, то есть стою на балконе и вижу ситуацию. Забирают у матери дочь, мужчинчу, Потом получается, ты сейчас о чем? При чем тут мать, дочь? Ну, и какой-то криминальный инцидент где-то происходил? Ну, криминальный, да, это была пассивность такая. Ты что, не помнишь ситуацию в Чечне? Не, вот смотри, сегодня в Чеченской республике... Сказать, подожди. Происходят... Ты не помнишь чеченскую ситуацию? Конечно помню. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Окей, мы и говорим как есть. Что ты хочешь сказать? В 91 году чеченцы провозгласили независимое государство. До 94 года жили в независимом государстве. Жили лучше
даже Казахстана. То есть лучше всего вот этого постсоветского наследия, что оставалось. У нас, Вот я смотри, говорю, нам сразу начали завозить, нам полностью открыли вот это экономическое пространство. У нас полностью нулевые налоги освободили, малый весь бизнес освободили от налогов. Объясняю. Начали завозить полностью иномарки, всякую аппаратуру, технологии, одежду. Челноки во все стороны света разъехались. У нас мощная, вот эта торговая система была налажена. Вон на границе с Дагестаном, со всего Кавказа приезжали люди, закупались. И вот это, да, и эти деньги оседали в нашей республике. То есть у нас абсолютно четко все работало. У нас безработица была полностью почти ликвидирована. Ну, как бы чисто вот в демократическом вот таком вот русле, да, когда люди могли свободно вести бизнес, приобретать, что хотели. Что не так, я не пойму, что там. Ну, если посудить ситуацию, то, что ты говоришь, и что и на самом деле, вот 91 год был, 92 год был, когда была сада, не было этого. Ну, не было этого. Чего не было? Чего? Объясни мне, что ты хочешь сказать? Этого, то, что ты говоришь, не Чего было. не было? Чего не было? Но сейчас идет. Чего не было? Благоприятного вот такого благоустройства не было в республике или чего не было? Не было ничего, то, что ты сейчас говоришь. Я не пойму, чего. Я тебе объяснил сейчас, про бизнес объяснил. Ну, ты объясняешь. Про свободу. Ты говоришь, то, вот чеченцы при Советском Союзе не могли проживать в столице города и Грозном. Из сел люди, когда приезжали, им до вечера нужно было покинуть, опять вернуться в свои села куда-то. Не имели чеченцы, не могли иметь дачи, как русские там имеют. Вот на заводах где-то, на фабриках чеченцев меньше всего работало, не допускались. То есть вот это вот все, оно изменилось, все уравнялось. Чеченцы полностью на этот период уравнялись. Я согласен. В этом согласен. Это правда. А что не так было? 90-е годы, 94-е, 96-е годы, 98-е, 9-е годы, 2000-е годы. Смотри, мы туда потихоньку подберемся. Мы туда потихоньку подберемся, без проблем. Сейчас мы закрепили то, что с 91 по 4 мы живем в своем государстве. Не было то, что ты говоришь. В 92 году приняли свою конституцию. Живем по своим законам. Больницы, медицина, все функционирует. Правоохранительные органы функционируют. Самое интересное, знаешь что? Захара Дудаева убили от моего дома где-то пару километров. Не суть. Мы как бы сейчас не об этом. Вот смотри, до 94 года в нашей республике мы жили, но начались провокации. Появились такие люди, как Беслан Гантемиров, появились такие люди, как Умар Автурханов, как вот этот Хаджиев, потом Лабазанов, потом ублюдок Хазбулатов, который он в Русне вторым человеком был, потом Доку Гапурович Завгаев, вот это марионетка русских. Ну и вот такие вот персонажи, то есть которые начали... Вот смотри, народ выбрал курс на самоопределение, при общенациональных конгрессах приняли декларацию, взяли курс на независимость, выбрали своего президента.
выбрали, ну, полностью уже по своим законам мы живем, и тут вот эти люди хотят, чтобы мы опять в русню зашли. Люди, которые, вот все, кого я перечислил, да, там, Гантемировы, Хаджиевы, там, Автурхановы, Хазбулатовы, Завгаевы, все эти люди, где они оказались потом? С кем они? Вот этот же Лобазанов, ФСК на тот период была, Вот да, самое русская? интересное, что я Полковник говорю, ФСК Лобазанов. Потом Гантемиров сейчас в России живет по сей день, там занимается каким-то этим бизнесом своим, да? Что ты хочешь сказать? Ну, Гантамиров, Ростовская область курирует сейчас. Да, появились вот эти провокационные персоны, которые начали вести подрывную деятельность в республике. В итоге в 1994 году с нескольких сторон... Гантамирова, судих Таруцер. Он Да, с нескольких сторон... Гантамиров через 5-6 домов от меня живет. На самом деле. Да, в ноябре, 26 ноября 1994 года с 3 сторон в Грозный заходят вооруженные группировки под названием Гантемировцы, там, Автурхановцы, Лобазановцы. Входят с 3 сторон на технике, на российских танках. На российских танках. Гантамировцы, это правда? На российских танках с русскими действующими военнослужащими, у которых в карманах русские военные билеты. Алло, зайди в YouTube, там по сегодняшний день существуют эти съемки. Заезжают на танках, залетают на вертолетах российских, залетают на российских самолетах, полностью, как бы со всех сторон пытаются зайти в Грозный и захватить здание правительства. И вот эта вся группировка русская, российская, с которыми небольшое количество чеченцев было, из вот этих гантамировцы, мантамировцы, их в пух и прах разгромили. И вот я в городе Грозном проживаю, мне тогда 14 лет. Я вот сам, как бы от родственников мы шли, и я чуть под огонь там со своей матерью, там с сестрой двоюродной, мы чуть под обстрел не попали. Ну, только мы вот прошли, и оттуда начала это со стороны Черноречья, оттуда начала колонна заезжать, и которую потом разгромили. Я потом на мопеде, у меня был мопед, я ездил по всему городу и видел вот эти нахрен разорванные на куски танки, короче, разорванные вот это вот, вся их там тела разбросаны, ну их сразу убрали потом. То есть полностью разгромили это, в мусор превратили вот это все. Понимаешь? И там захватили кучу, десятки, если не сотни русских действующих военнослужащих. Зайди в YouTube, пробей военнослужащие, там захваченные в плен, 26 ноября 1994 год, Грозный. Там четко они все дают интервью, показывают свои военные билеты, действующие русской, российской армии солдаты, офицеры. От которых Грачев отказался, говорит, это не наши. Потом тут же объявляют, короче, Ельцин объявляет, дает 72 часа, по-моему, на разоружение дал. 72 часа. И всему миру русские объявляют, что в Чеченской Республике некие банды воюют между собой, мы должны навести там конституционный порядок. Понимаешь? Вот их солдаты, их танки, их самолеты, вертолеты нас полностью бомбят там, короче, заезжают захватить нашу республику, а всему миру они объявляют и своим вот этим гражданам, русским, кстати, которые тоже вообще не в курсе, что происходит. И им всем они объявляют, что в Чечне какие-то банды между собой не могут разобраться, ведут какое-то разборки, мы должны навести там порядок. Давай вернемся. Не, я тебе объясняю. Можно я после вас скажу потом? Я тебе потом? объясняю, как это все начинается. Ты видишь, вообще свою историю не хочешь изучить, не хочешь понять, Не, что я происходит. это все знаю. Я это все знаю. Ты не знаешь ничего. Можно Ты я сейчас говоришь, ты сейчас мне я лучше сидишь тебя на чеченском.
ты сейчас на чеченском мне говоришь Багдадсе, это неправда. Иди просто в No, YouTube. Если ты Багдад, там Шаян. не То, что ты присутствовал, говорил, если... что... Подожди, не перебивай меня. Если ты там не присутствовал и это не видел, зайди в YouTube, набери в YouTube, посмотри, и у тебя будет информация. Теперь говори, не Можно я перебивай. Саиду скажу кое-что? Саид, вот ты говоришь, да, допустим, только что сказал, что у вас было, короче, если бы типа не Россия у казахов, да? Вот я тебе скажу, как уже мы скажем, условно 30 лет независимая республика, если ты до сих пор вот так будешь говорить, ты никогда независимым не будешь, у тебя шанса не будет, если у тебя такие мысли будут. У нас в Казахстане, северные области, до сих пор люди живут, например, русскоязычные. Они нам постоянно вот так тыкают. Да что у вас было? Что у вас было? Без конца вот это говорят. Если у тебя вот это в голове не уйдет, свобода должна быть в голове. Все, что ты говоришь, вот это пустота, это я тебе вот так скажу. Да, мы можем сейчас потихоньку прийти. Он хочет какой-то 98-й, 97-й год пойти. Просто до этого года дойти же надо. То есть мы независимое государство, нам засылают вот эти свои группировки под видом каких-то лабазановцев, ринбазановцев. Причем здесь, посмотри, вон, YouTube, российская действующая армия, офицеры, солдаты, самолеты, вертолеты к нам. Какие... И еще там передают поэтому лабазановские самолеты, автурхановские вертолеты. Вы что, охренели, что ли? Военные самолеты, там сушки, миги какие-то, вот эти вертолеты, там акула, макула, крокодил полностью там швыряются бомбами, ракетами, залетели со всех этих сторон. Какие-то гантимировские, лабазан. Вы что, охренели, что ли? Какие банды чеченские между собой борются? Ибрахим, можно добавлю? Потом вот, Саид, ты сказал, что Казахстану дали, тому дали. Это дали, вот так было. Вот Ибрахим сказал, что в Москве встретились 3 президента Беларуси, Украина и Россия, и они там уже свои рубли, там кого возьмут в рублевую зону, вот это все обсудили. Казахстан 3 раза просился в рублевую зону. Пришел человек с Москвы и говорит... мы вас возьмем в рублевую зону, но только вы нам дадите все свое золото-валютные запасы. Мы вас возьмем в рублевую зону на примере Башкирии и Татарстана. Если бы мы тогда согласились бы, то уже все. Но в тот момент, короче, как-то так получилось, что отказались, но было очень трудно. Сразу наши рубли обесценились в один момент. И Казахстан был почти голод был в Казахстане. Назарбаев говорил, первое время даже на встрече на самолет не было топлива. Ты говоришь, дали. Ты не знаешь просто всю историю. Ничего никому ничего не давал. Наоборот, то, что есть, высосали, наверное. Нет, что интересно, смотри, нам какие-то вот эти нашим соотечественникам рассказывают сказки. Там Чеченская республика какую-то эту пенсию не платила. Алло, люди, разберитесь сначала, что такое пенсия. Советский Союз, общее государство для всех, в котором ты работал, в котором ты трудился. Все вот это вот то, что у тебя накапливалось, работа, налоги там и так далее, все, что ты платил, потом в пенсионном, в старом, пожилом возрасте ты получаешь от этого государства эти выплаты назад ежемесячно. Вот так вот работает пенсионная система. И когда совок развалили, то все люди, которые в этот общий совок вкладывались, они оттуда должны назад получать все. И Россия обязулась, она обязулась выплачивать, вот как правопреемник вот этого совка, то, что туда было вложено,
на первом этапе они должны были это выплачивать. Никакие пенсии чеченцам там Россия не платила, да, ну, до того, как нас захватили. Это были выплаты, которые они обязаны были платить гражданам, которые туда вкладывались. То есть вот эти вопросы, не изучив вот это дело, да, там, какие-то эти, натягивать тут сову на глобус. Возвращаясь к тому, что у нас происходило, на нас напали в 1994 году, 2 года воевали с нами, полностью до основания почти уничтожили всю республику, умышленно бомбили все заводы, фабрики, все учебные заведения, все там, государственные заведения. То есть сравняли, короче, город Грозный там с асфальтом. Потом, сделав вот эту операцию освобождения, ну, ее еще операция джихад называют специально, да, чтобы там дискредитировать. Вот в этой операции вынудили русских сесть за стол переговоров в Хасавюрте. Потому что там что произошло? Там... Ну, операция джихад, это что было? Да. В 96 году 800 человек группировка вошла в город Грозный с нескольких сторон. К ним присоединились около 2000 партизан. И вот это вот окружили полностью все дислокации русских, все подходы, отходы. Я в городе живу на тот момент, мне тогда 16 лет. Я всех этих людей, которые по нашей улице, все вот эти наши бойцы-освободители шли, их всех встречал. Там, я не знаю, кого надо, мы там показывали, куда идти. Вот эта группировка, она зашла полностью, осадили во всех своих вот этих дислокациях русских, блокпосты их, всякие места дислокации, окружили и начали ее долбить, то есть просто как бы вынуждать, и никакой, ни подмоги не могли подъехать, потому что сразу мочили технику, мочили, короче, всю, то есть вокруг города там заложили, заминировали, короче, они уже не могли ничего делать. И уже эти начали плакать. Можешь вон тоже в Ютубе набрать, посмотреть там. Давайте нам коробочки, давайте, вертушки, нас тут мочат. Потом им говорят, берите семьи чеченские заложников и выходите под покровом ночи. То есть их командиры рассказывают, как нужно как бы спастись от этого. Ну, в итоге там что получилось? Эти начали уже массово начали сдаваться, свои кальсоны поднимать в качестве белого флага. И чтобы полностью там не опуститься, да, нас могли бы всех замочить подряд. Там есть достаточно этих там оружия, чтобы всех подряд замочить. Но чтобы своих оттуда вызволить, вот эта десятки, сотни тысячная армия, она бы вместе с чеченцами там пала бы. Поэтому пришлось привести Лебедя, сесть в Хасавюрт и аккуратно подписать вот эти мирные соглашения. Да. Дальше что было? Дальше ты уже знаешь, что дальше было. Ну, я знаю то, что ты сейчас говоришь, но дальше что было? Зачем поддаваться? Дальше была поствоенная республика, которую не финансировали те, кто ее разрушил, и те, кто пообещал выплатить все выплаты, чтобы мы с Западом не устраивали экономических каких-то дружественных отношений. Русские договорились с Масхадовым, что выплатят. Мы устраивали отношения с Западом? Устраивали, конечно. Запад предложил кредиты, предложил финансовую Ты помнишь, как народ жил у нас? Ты у меня спросил, я тебе отвечаю, ты берешь меня, перебиваешь. Ну, я тебе говорю, ты помнишь, как у нас народ жил? Я тебе отвечаю, надо же тебе договорить сначала, чтобы ты снова вопрос не задавал. Вот один раз задал ты вопрос, тебе отвечают, с Западом были попытка завязывания отношений? Было, и инициатива была со стороны Запада.
Вон англичане, Тэтчер такая была женщина, железная женщина, да? С ней, когда Масхадов встречался, они сразу предложили, что без каких-либо это выплатят там какую-то, сколько-то там лимонов, да? Чтобы потихоньку там восстанавливать республику и аккуратно завязать вот эти вот теплые отношения. Но тут же Масхадова перехватили, то есть русские пообещали Масхадову 170, по-моему, миллиардов, что они восстановят вот это весь ущерб нанесенный, потихоньку будут выплачивать все вот эти вот то, что они разрушили, короче, на восстановление и так далее. Главное, чтобы их не опускали перед всем миром, с них не требовали, короче, через международные суды всяких этих репараций, там, контрибуций. И Масхадов, к сожалению, по-дебильному согласился на это. И ни хрена от них не получил. Вот это все время, вон, можешь видео посмотреть, где Ельцин стоит и Масхадову говорит в Кремле: мы отсюда послали туда, и то полностью вот эти вот джамаатовские банды, пока там не начали уже орудовать, да, которые финансировались конкретно. Пока это все там не засрали уже, я извиняюсь, не выплатили, под самый конец выплатили какую-то там часть, и вон, посмотри видео в Ютубе, где Ельцин стоит и говорит: мы здесь вот такую сумму отправили, а там, получается, в 6 раз меньше дошло. Куда делись деньги, черт его знает. Ельцин стоит, объясняет. То есть Масхадов, получается, остался без возможности выплачивать населению, там, ну, тем же, короче, правоохранительным органам, чтобы за порядком следили, тем же, короче, вообще народу там какие-то выплаты делать, и мы остались как бы вот в таком, полностью нас разрушили, потом начали у нас в нашей республике завозить нам тоннами, печатать в Москве вот эту радикальную литературу ваххабистскую, и завозить ее тоннами с Москвы, с Питера, там, ну, в Казани еще печатали, в Дагестане некоторые эти печатали. И вот это тоннами нам завозили ваххабню. Вот чем занимались русские. Саид, Оу. насколько правильно вести параллель Чечни с Казахстаном? Это же разные ситуации, разный масштаб войны. И? Ну, разные ситуации. Казахстан — это союзная республика, а Чечня — это субъект России, это маленькая Чечня. Маленькая Чечня, но она большое значение в мире имеет. Согласись. Ну, там мы же знаем, какие процессы были там в Чечне происходили. А А что происходит? в Казахстане все союзные республики просто так отделились от России, все, без никаких там. Ну, только были там моменты там мелкие, там Осетия, Абхазия, Карабах. Но такой крупный масштаб ничего не случилось там. Мгм. Знаешь, в Казахстане ничего... Знаешь, почему в Казахстане ничего не случится? Потому что в Казахстане не с кем, чтобы либо случилось. Ей-богу. Я тоже не понял. Перефразируй, что ты хочешь сказать. В Казахстане, вы мне скажите, сколько у вас китайцев? Не, он вообще-то он не из Казахстана. Тот наш друг вышел. А Радиошвили ушел, да? Всем доброго времени суток, братья. Да, приветствую. Меня Добрый слышно, день. да? Вот, как ваше дело? Вот очень интересно у вас разговор идет. Вот мне даже интересно стало про историю в целом чеченского народа, да? Хотелось бы от себя добавить, да? Мне 28 лет, я с Кыргызстана, и
сам медик, я всегда думал, что это первое богатство, это здоровье, да, до поры до времени. С Да, недавних пор, конечно. вот я считаю, что самое первое прям счастье, или, не знаю, самое первое важное для человека, это свобода и независимость, да? И тоже из вашего рассказа хочется кое-что добавить. Одно дело внешние враги, да, но самое опасное, это, мне кажется, внутренний враг. Вы сами, да? Своя же нация, свой же внутренний враг. Да, 200%. да, они вот самые опасные. Вот почему вот всякие вот Друг, тебя перерывом слышно. И интернет глючит у вас. Надо там то ли позицию поменять, что-то не то. Да, Саид. Но мы О, помним этих Лавазанова, Абдурханова, там, Кантемирова, как Чунолента, вот до сих пор я помню, что там творилось, эти предатели, да. Ну, вы их сразу отстранили. Ну, ты мне скажи, а предатели ты говоришь, отстранили. Предатели ты так говоришь. Ну, Мало их, что ли, было? ну, покончили, да, с ними, Лабазановым, этим, Кантемировым, там. Там вообще попытки дискредитации чеченского государства, там Ну, не несколько было процессов. государства. Валай, не было Да, государства. подожди, когда я говорю, не перебивай меня. Там протекало несколько процессов, просто это длительно, чтобы не объяснять все. Мы как бы сразу начали с 26 ноября 1994 года, хотя уже в 1992 году создали вот этот осетино-ингушский конфликт, то есть с попыткой втянуть туда чеченцев, чтобы чеченцы, как ингуши, это как бы, ну, мы один народ, скажем так, который поделили в свое время, и чтобы там чеченцы в этот конфликт ввязались. И Джохар Дудаев тогда официально объявил, что это внутреннее дело Российской Федерации, потому что Ингушетия, она официально провела референдум и вошла в состав Российской Федерации. Ну, объявила себя, да, что они в составе Российской Федерации. Поэтому туда вмешиваться официально в чужую страну, это было как бы вот то, что в Дагестане произошло в 99-м, это точно такой же сценарий, после которого на нас должны были напасть, скажем так, обвинив нас в том, что мы напали на Российскую Федерацию. Ну, тогда как бы Дудаеву хватило мозгов, короче, не делать то, что он, Басаев сделал там и так далее. Ну, хотя Басаев не был каким-то чиновником на тот период, тем не менее, все-таки ему, если бы он держался бы на позициях национального интереса, как в первую там войну, он бы так не поступил. Но, к сожалению, он так поступил. А вот там как раз-таки вот это то, что погибли люди, и нет-нет, с осетинской стороны, и вот это провокации, когда там, ну, жестоко, да, там насиловали вот так, Вот, и так Саид, далее поступили. вот, Саид, как вы думаете, вторжение в Дагестан был правильным поступком, или как вы думаете? Я думаю, там тоже российские спецслужбы работали. Везде они работали. Ну, российские спецслужбы как там не работали, когда вот эти Багаудин, всякие, Хачулаев там и так далее, вот эти ваххабисты, которых там создавали годами. Потом два вот эти селения, Карамахи, Чабанмахи, да, в котором шариат установили, и директор ФСБ Степашин приезжал в эти два села. 98-й это, по-моему, был, если я ошибаюсь, подправьте меня.
на тот период он был директор ФСБ, он прилетел на вертолете даже, да, потому что там какое-то горное вот это аулы, да, куда даже подъехать невозможно. Прилетел туда на вертолете, благословил и в интервью даже сказал, что такой бы шариат там, по-моему, не только во всем Дагестане, еще во всей России. Ну, в Дагестане точно он сказал. Вот, Саид, я вот тогда слышал, что когда вошли, вторглись в Дагестан, вот я слышал, что там Мулла Мухаммед из Афганистана он дал или приказ, или фатву дал. Да, было такое или нет? Это просто слухи. Абсолютно какой-то мулла, не мулла, там вот что произошло? Там два действия произошли. Одно действие это было то, что пошли освобождать два населенных пункта, Карамахи, Чабанмахи. Потому что там произошла какая-то провокация, а эти люди, это российские люди, это Россия, но и директор ФСБ приезжал, и они сами благословили, там установили себе шариат. Но когда создали вот этот конгресс некий Чечни и Дагестана, еще назвали его конгресс, да, американским названием, специально, чтобы как бы сказать, да, там какой западный след был, да, ну, короче, вообще по-детски, да, там конгресс Чечни. Конгресс Чечни и Дагестана, и главным этим председателем назначили Шамиля Басаева. То есть все, теперь что там происходит? В случае, если одна из сторон, да, вот эти вот дагестанские, скажем так, мусульмане и чеченские мусульмане, которых возглавляет Басаев, и там с их стороны вот эти там Хачалаевы, Багаудины, то есть назначили этим там, председателем или главой Басаева, и в случае, у них договоренность, в случае, если одна из сторон подвергнется, какому-то там преследованию, насилию, то другая сторона обязуется прийти на помощь. То есть уже понятно, да, сценарий как подготавливался. И тут что происходит? Когда напали на эти два села, и действительно там начали мочить их полностью, по полной, женщин, детей, стариков. Вот эти, которые пошли туда, выбили пробили коридор и вывели оттуда женщин, детей, привели их в Чечню, спасли, да, там, в Чеченскую республику их привели. Ну, и параллельно другая операция там проводилась, которая уже была, другого характера, да, когда вот эти джамааты Дагестана объявили исламское государство. И там пошли на Хасаюрт, куда-то туда, в эту сторону. И уже другую операцию начали проводить. А Саид Хачалаева почему убили? А? Хачалаева почему убили? Кто? Ну, спецслужбы убили, да, говорят. Ну, отработали, наверное, уже. Ибрахим, можно вам... Да, говорите. Извините, как вы думаете, в нынешнее время что выгодно допустим, для вас, для Кавказа? Светское государство или исламское, чтобы было? Ну вот смотрите, юзер, юзер просто. У нас вот изначально в 92 году у нас принята Конституция. В нашей Конституции четко там в первой статье сейчас Чеченская Республика, независимое демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Как бы сейчас я точно сформулировать, вся власть государства принадлежит народу. Вторая статья. Дальше статья 4, 6 абзац. Религиозные объединения отделены от государства. То есть у нас четко подчеркнуто, что у нас государство функционирует отдельно,
а какие-то религиозные объединения, они отделены от государства. Ну и дальше то, чем они могут заниматься, тоже прописано, да, там вести какую-то полезную для государства там деятельность. Ну, Вернее, свой, для народа деятельность там полезную. Ну, скажем так, если там молодые люди там это самое спиртное там пьют, ну, чтобы, скажем так, привлекали там к здоровому образу жизни. Ну, то есть государство обязуется поддержать полезную для молодежи и так далее деятельность какую-то духовную. Все, то есть в 6 статье четко, в 4 статье 6 пунктом четко прописано, что ну, у вас свой, секуляризм подчеркнут, да? То есть, что Ага. государственные религиозные объединения отделены. Дальше в статье 43 гражданин Чеченской Республики имеет право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой. И Мгм. дальше... у вас свой модель, дальше, да? и дальше там идет следующий пункт, да? Вести любую религиозную деятельность, да? Совершать религиозные обряды, вести любую не противоречащую законам государства религиозную деятельность. То есть, если у вас в религии прописано, что там, я не знаю, кафиров надо принуждать джизью какую-то брать или кому-то отрубать какие-то конечности, то тут вы уж извините, наше государство, оно не допускает этого. Вам придется вашу религию, как бы, Ага. не мешая другим людям в своих каких-то рамках соблюдать, Мгм. не посягая на свободы других. Ну, гражданские кодексы, да, какие? А вот на тот Да, момент, вы ну, помните, да, многие были против насчет этого момента, что религия и в общем, правление должно быть, не должно нет, соприкасаться. смотрите, тогда наоборот, как раз-таки большинство населения, все именно поддерживали вот такое дело. Ага. Да, там что-то духовное, просто в понимании чеченцев, да, религиозные какие-то убеждения. Вот там даже есть момент, когда вот сегодня возле Кадырова такой человек, Ханбиев Магомед, да, он был после первой вот этой войны министром обороны его назначили. То есть после первой войны, да, там Масхадов, когда уже стал президентом, его назначили министром обороны, но до этого, да, вот в саму первую войну, ну и он потом перешел на сторону русских, да, когда русские пришли. Мгм. Сейчас он возле Кадырова там крутится вообще. В общем, такой, короче, абсолютно несерьезный человек. Мгм. И он в начале еще, до вот этой первой войны, там, они, по-моему, он тоже то ли в Абхазии где-то участвовал в военных каких-то действиях, и почувствовав вот такую эту самую силу какую-то, да, там мы типа вооруженные люди, там армия, если на нас Россия нападет, то вот мы первыми будем как бы восставать против этого, и типа нам давайте, короче, я не знаю, какие-то эти ништяки, да, там. И они там провели какую-то провокацию. Вот это даже в Ютубе есть какие-то съемки, да, где собрались какая-то кучка вот таких военных, и они объявляют, короче, ставят ультиматум Джохару Дудаеву провозгласить исламское государство. Провозгласить исламское государство, и потом дальше у них идут вот эти пункты, да, которые должны там, скажем так, условия, да, вот, которые в этом исламском государстве должны быть. И дальше они зачитывают там на митинге, да, там, президент, вам, короче, просим провозгласить там государство, ну, типа, условия вам ставим, мы военные, если там начнется какой-то конфликт, мы должны первые стать против этого, поэтому, типа, мы просим, чтобы вот провозгласили исламское государство, и дальше они говорят, чтобы
должность министра и премьер-министра и президента их разграничили. Потому что у нас в государстве вот это премьер-министр и президент как бы в одном лице по Конституции. И то есть эти просят разграничить вот это, потом какую-то образовательную систему улучшить, потом экономическую какую. Ну, сейчас я подробности не помню. То есть у них исламское государство, да, которое они просят, то есть в понимании вот этих людей исламское государство, это как бы за все хорошее, понятно, да, там. То есть они не знают, что в исламском государстве не бывает никаких премьер-министров, не бывает там какой-то парламента, да, не бывает какого-то. Это в исламском государстве есть халиф и все, кто ему подчиняется. И нету никакого ни выбора голоса, ни каких-то выборов не происходит, ни каких-то парламентов не бывает. То есть это говорится о том, что в их понимании это вообще полное там противоречие, да, там. Саид, почему? Ну, вот такие, я вот такие хочу объяснить, что вот такие какие-то настроения там были. То есть люди не знали, да, вообще, услышали звон, но не знали, о чем он. Понял. Вот, Саид, ну, в Пакистане же есть парламент, есть, там выборы есть в Пакистане. Да. А вот В сейчас... Пакистане выборы, если есть, они не соответствуют шариату. В шариате выборы нельзя. В шариате нужно следовать Корану и Сунне. Ну, умма же убирал, умма. Джамат убирал же халиф. Так, что у нас тут произошло? Так, Александр, заходите. А Ибрагим, можно еще задать вопрос? Вот кыргызы перешли во влияние уже в 18-19 веке под Российскую империю, да? Уже под властью Российской империи были. Потом только в 91 году освободились. А вот как было до Советского Союза? Вот чеченцы, кавказы, дагестанцы как жили? В какое время они уже были под властью Российской империи или СССР? Ну, видите, мы физически были уничтожены просто. Если на старт так называемой вот этой Кавказской войны, хотя она русско-чеченская война, да, потому что там кто-то до этого, до нас воевали эти черкесы там пару лет. И получается дальше уже сопротивляются чеченцы. Вот даже ингуши именно вот там разделили часть нашего народа. Несколько семей, они вошли в подданство вот этой Российской Федерации в 810 году. И таким образом организовали Ингушетию. И чеченцы вот с конца 18 века ведут вот эту вот борьбу, да, там. Потом где-то там через уже лет там 30-40 появляется вот эта персона Шамиля, имам Шамиль такой, да, мулла Шамиль, из Дагестана, которого оттуда выгнали из Дагестана, потому что дагестанцам он якобы, ну, по легенде, как вот такой он приходит к нам, что его якобы там дагестанцы выгоняют, и он как бы человек, который знает там религию, ну, весь мулла из себя, да. И вот так потихоньку вот эти проповеди всякие, чеченцы его как муллу, как там военного муллу, вот так берут к себе, и он уже начинает вот аккуратно с помощью вот этой религии переводить, ну, как бы от слова Бога, да, там начинает потихоньку управлять вот людьми, типа Аллах вот так предписал, это то, там какие-то эти.
И из вот этой национал-освободительной борьбы переводит наш вот это вот сопротивление в статус религиозной борьбы, да, там шариат устанавливать и так далее. И в этот момент начинает происходить раскол, потому что там целые общества не принимают вот этот шариат. И там в основном горные, короче, вот эти населенные пункты, они не подчиняются вот этой системе, потому что она им чужда, там люди, которые привыкли свободно жить, короче, их начинают то же самое, вот как русские, да, пытаются их поставить, грубо говоря, в стойло. И вот эта междоусобица такая начинается, из-за которой вот эта вся борьба, как бы демотивирована. Потому что с этой стороны захватчики, да, которые тебя порабощают, и тут у тебя точно такая же система, которая хочет из тебя раба сделать. И вот так вот этим самым мы и проиграли это дело. И когда на старте нас насчитывается около 1 миллиона на старте этой войны, то, короче, на ее уже исход, да, когда мы поражены, нас там 92 тысячи вместе с ингушами. То есть физически просто как бы вот этот народ, он был уничтожен за вот эти сколько лет, 60-70. Вот как думаете, почему Советский Союз или Россия не захотела вас отпустить из-за нефти или еще какие-то геополитические моменты есть? Да нет, я свою вот точку озвучу, да, как это все, как лично я это вижу, да, и я могу доводы привести этому. Ну, что это не из-за нефти. Мы сегодня по Украине видим это прекрасно, да, там по части Грузии, там вообще нефтяной вопрос не стоит. По вообще тому, как сегодня Россия себя со всем миром ведет. Так, что-то у меня вылетело, я вот буквально хотел. Вы что вы еще упомянули, помимо... Геополитически, там важное место расположения. Да. Геополитика. Так, просто Не хотели отпустить. мысль вылетела, но я постараюсь вспомнить это по ходу. Просто вот свою чисто версию, да, я вот выдвину. Опять-таки, что это не нефтяной вопрос, это тоже понятно. Хотя, да, нефть это тоже польза, потому что это как-никак экономика, в бюджет России туда поступает. Но там в основном не это. В основном проблема в том, что вот этот Советский Союз, если мы помним, он уже изжил себя, да, там. И с западным миром они не могли дальше как бы коммуницировать. Они, скажем так, наша общая вот это, как бы, наследием, кого мы, можно сказать, являемся. Да? Хотя там чеченцы в эту систему были затянуты, мы так там и оформлены были в Советском Союзе, что Чеченская Республика включена, или Чечня включена. Там вот что происходило, когда вот это Советский Союз, изжил себя, него полностью, не могли там что-то воспроизводить. Все, что награбили там после Второй мировой войны у Германии, оно тоже как бы уже дальше своего что-то не могли выпускать, да. Понятно, что в несвободной стране какое-то там предпринимательство, какое-то там, я не знаю, развитие, оно, вот этот вождь народов, он там командует, да, там, начиная там от пужиха какого-то и кончая, я не знаю, там, космосом, да, там, развитием вот этого
космического дела. Поэтому в свободной стране вот это все отдается людям, которые, скажем так, компетентны для этого. А тут такая система, какой-то, босяк Хрущев, который там где-то в картошке только разбирается, он становится вождем и говорит, вот здесь вот так будет, там вот. Вот такая система, да, которая в итоге дала конкретную течь. И чтобы аккуратно переобуться, да, там, переформатироваться в демократов и войти уже под другой, скажем так, одежкой в доверие там всего мира, чтобы с ними вели какие-то экономические отношения, коммуницировали. Вот это вот, я вижу только вот этот вот план там, да, план заговора, скажем так. Сказать, что как бы Советский Союз распался, мы берем там перестройка туда-сюда, берем курс на демократию, на преобразование, и в итоге входим в доверие там цивилизованному миру и потихоньку начинаем как бы хитрить со всеми остальными, только за счет вот этого цивилизованного мира. Вот мое по-другому я там ничего не вижу, да, и вот этот вот распуск Советского Союза, потом везде на местах, в республиках, и в вашей республике, и в Казахстане, и в той же Грузии, и в тех же, автономных республиках, да, и в той же Украине, везде понасадили своих вот этих людей, да, которые в Советском Союзе, были такими своими доверенными людьми какими-то, да, там у нас тоже был вот такой Завгаев, да, там. Ибраим, вот я думаю, что независимая Чечня — это для России в дальнейшем независимое Поволжье, там Татарстан, Башкортостан, дальше развал федерации, я так думаю. Я так не думаю, я просто вижу то, что просто пытались переобуться, да, и зайти уже с другой стороны. И посадили везде на местах своих людей, переписали законы вот этого Советского Союза до его распуска, да, что уравняли автономные республики с союзными, то есть чтобы произошли демократические преобразования, чтобы вот это империи насильственно захваченных народов, чтобы вот так это не выглядело, да, что им постоянно там напоминали, чтобы все как бы добровольно вошли в состав Российской Федерации, или СНГ, да, которая тоже не получилась в итоге. И тут что произошло? Когда вот это все преобразование произошло, даже вот этих посадивших на местах, да, они начали провозглашать тот же там татарский Шаймиев, вот в этой автономии татарской, тот же в нашей республике, да, Завгаев, начали провозглашать, брать курс на независимость. Потом в час X аккуратно вернули в стойло, да, там, этого же Шаймиева, как бы прикупили и сказали, вот давай какие-то особый статус, что-то такое, будете особыми нашими детками, грубо говоря, да, там какими-то этими. А в нашем случае то же самое, вот этому Завгаеву также сказали, давай возвращаемся назад, ребята, только уже как бы собственновольно, да, там, потому что наш вот этот постсоветская вот эта вот верхушка, да, она сама брала тоже, они сами подписали вот эту декларацию со своей стороны о государственном суверенитете, то есть Верховный Совет Чеченской Республики. Но потом в час X по щелчку пальца они должны были назад дать заднюю и сказать, так, мы входим в состав Российской Федерации. Вот как Ингушетия провела референдум и вошла, вот так и мы должны были аккуратно это сделать. Но чеченцы не согласились. То есть у нас все-таки народ вышел и заявил, что нет, мы не хотим.
Мы хотим вот так. Не нужен нам никакой ваш Завгаев, нам нужен наш Дудаев, которого мы сами себе будем выбирать. И произошел вот этот баг непредусмотренный. А в это же время Ельцин ездит куда-то в Конгресс в Америке, показывает из себя всего демократа. Вот мы наконец-то империя Советского Союза рухнула. Мы будем со всем миром расследовать преступления КГБ, там, Советского Союза, туда-сюда. Там, представь, в Конгрессе вот эти вот вещи высказывает, и все там аплодируют ему стоя. И завершает еще свою речь словами композитора, американского композитора российского происхождения, да, там «Боже, храни Америку». И там аплодисменты стоя, там ничего себе, вот это вот демократы. Ты смотри. Но тут... Да, но тут на местах что произошло? Тут на местах произошло то, что одни не пошли под сапог. То есть эти, там какие-то согласились, а вот эти какие-то назад под сапог не пошли. И начали, провокациями всякими этими, не идут назад. И пришлось вторгнуться. То есть там не было вообще изначально какого-то демократического преобразования, да, то есть это аккуратная вот такое переформатировка империи, да, якобы все в эту империю вошли собственновольно, да, и такие в ней находятся, из своих собственных там каких-то этих убеждений. Ну, не получилось. Не получилось. И что у нас произошло? Вот пока все это время чеченцы там боролись, да, скажем так, с 94-го, примерно по 2005. Примерно вот такая вот у нас эта цифра, из-за которой на других всех этих там русские отсутствовали, да, на других каких-то фронтах, скажем так, да, там геополитических там. И за это время, например, Балтийские республики аккуратно успели уйти, сформироваться. Там даже наши соседи на Кавказе, Армения, Азербайджан, тоже успели сформироваться как республики. Среднеазиатские страны успели сформироваться за это время. Бывшие эти скажем так, советское, под русским влиянием, бывшие восточноевропейские республики, они тоже, Польша там организовалась как демократическое государство, которое было под влиянием России, коммунистическим. То же самое там Чехия, Словакия разбежались. Потом ту же Югославию потеряли потихоньку, на которую полностью влияние имели. И вот так вот поэтапно, произошло вот такое вот. Но изначально, да, там, и сегодня мы видим, да, после того, как окрепли, снова начинают, возвращать. Пытаются возвратить, вернуть все назад, как было. То есть, как было по плану изначально. И Украину надо вернуть, и Грузию надо вернуть, и среднеазиатские страны на очереди, и даже Восточная Европа на очереди. То есть, такие аппетиты они есть там. Но вот сейчас в Украине полностью забуксовали, скажем так. Не получилось за 3 дня взять. Хотя, если бы за 3 дня Киев взяли бы, если бы смогли дотянуть, да, то, к сожалению, и к счастью сегодня для Украины, да, которая все-таки отстояла это, то вполне мир мог бы согласиться с этим. Так, у нас тут гости. Принимаем мать левоверных.
Приветствуем. Так, я слишком много монологами наговорил, что некоторые участники у нас разошлись. Так, у нас есть связь? Есть у нас? Вел связь нормально. Хорошо слышно. Короче, вот такие преобразования у нас. Даже вон какие-то ближневосточные тоже государства аккуратно, либо частично, либо полностью отползли от влияния. То, что в Сирии происходило, то же самое из этой серии. Вот этот Асад русский, который там был. Вот это влияние, когда Ливия ушла из-под сапога, Египет, то, что вот это было. И вот за Сирию уже коренными зубами уцепились. Хотя сейчас, увязав в Украине, Сирия тоже, короче, по всей видимости, тоже отползла. Ибрагим, ты слышал насчет этого, что типа ФРГ, типа Германия там первый раз в истории вот этого после войны типа главная угроза Россию нападение, а типа 480 или 460 тысяч армии что его ушел. Сегодня я это услышал. По первый раз. Свободно. Мичаха я пропустил. ФРГ и Германия. Она впервые после войны, первый раз ей или разрешение дали, или что-то дали, типа 480 тысяч, 460 тысяч регулярно армия и ошел, чтобы в повестке главная угроза Россия, и у нее есть такие аппетиты, что на страны НАТО тихет аппетит чуба. Я даже сейчас постараюсь найти это. Так, короче, полностью в политику мы ушли, и там мы забуксовали. Интересно, Гудер, вот этот Саид какой-то, который был здесь. Просто я не знаю, вот люди идут куда-то на какие-то площадки там и умничают, там, Казахстан, это Казахстану все дали, там, Советский Союз дал. Казахстан Голодомор устроили в 32-33 год. До 5 или до 7 миллионов Бейма Бен царюш. Это дали они там. В Германии просто увеличили они возраст призыва в армию и до Холсона. До 70 лет, по-моему, там. Военная обязанность, да? Да. Чтобы можно было как гражданских. İbrahim, сохай швайцар шуница. Свернуть сохайстие. Свернуть сохай зарун. А вот тебя было слышно, потом ты пропал. Джебер не пришел, да? Секунду.
Возраст увеличили, если зачитать, он интересный момент. Ты что говорил? Просто вот этот персонаж, да, там, который здесь был, Саид. Хорошо, и что? Хорошо, и что? Очуем, бетцабель, нахталебель, эронцова, нухканова, чуаца, хуйняшич. Да он нахуй хотя Петушица цадеш, нормально. Он политик, он Нормально свою мысль можешь сформулировать? Сформулируй свою мысль и еще раз попробуй. Нормально, как что-то такое полезное высказать. Попробуй, постарайся. Полезно, хауду чуляс. Полезно, да. Да, просто останавливается, да, что цят цвела, чего он тебе, что вам возборж, да, я хам он тебе больше. Шот эмло, он. Мечаю хатвор. Он хураз хатвор псюя. По-любому, чего я интервью героя маатса твам бяш. Амир милуха. Амир кто у тебя? Амир хунбара, милу ха Амир хуй оля. Милу ха Амир. Ха Амир милу. Со бусол. Не, ходук. Со бусол арбоя цер и гурч вообще цуте амуатсо Амир ши. Чего амабиен твам? Хаз эровара буар. Бусол буй. Та буар. Удер сам бусол. Джихада уй. Хуй джихад خير ده موسى ولا بحو جهاد. Окей, Украина да джихад дуй. هون بارا. Хуя чух сал. شو أوكرانيا ما يتسمع أوكراني شوات صح حو просто чё хается Америка в Украине. Алло, 29. В Украине сейчас идет джихад. Ладно, ладуя, что там я, микро, там я, задают мусор. Ходук не чухе, чуяло, что поли. Аже объясняет, Дон, он нормально выстроил все, что хулш, нормально выстроил. Хочу обогатиться, я что да, вас багли, но мы просто учуем политику, что цаганяны, было просто что интересно было вопрос, думаю, мы задают свой вопрос, лучше, а ночь до, смотрите, было. Асдейтин чунах, он хэсчух, не исхудается. Что? Цаллигур, цаум. Одно, что было не так. Что один, что мимо летом, я хочу, я ловит, масит, ну да, Диана сал, что. Понятно. Вот с момента, как ты зашел. Да, смотри, алло, 29, ох, что гишмали. Зашел, вот ты зашел, да, сюда. Что-то ты услышал, ты говоришь, что вы тут болтаете про политику. Окей, что я неправильно? Я полностью, вот ты меня сейчас какой-то, если факт, довод, что-нибудь приведешь, я же полностью заберу свою какую-то версию, то, что я высказал, забираю назад. Все, ответно. Хенц, дючтек, да, схилболт, уамми. تعالى عاد المنور عاد تعرف كده تتأيق إغاث إمال خلدهم تخون ما خايت خو ما ده نوع شو عينا دي إحنا نفاكت لا دولا ده هذا سب تخون это что ты имеешь в виду? تخون تخون عادل نوع شدوي любой نوع подожди عادل نوع شابش هويتش أبوش أنت أبوش مو أبوش أنت No, объясни, объясни, да, это тахайца, да, это объясняю, حاجة أمد حاجة نيق أبستين ببيش بس هاي أبستين ده حق دو سقوا تعيدون لا دولا не. Свободел, не. Сначала скажи, что ты сейчас хотел сказать. Про Ахмад Хажнек я тебе объясню полностью. Свободен, проверки вижу, да, но факт,
هوچو ابول هونت ياغيتن شار بيتس حق دوش بات амат али не هونت ялчо вы не стоите этого, говорит Кетио, потому Так, что все, ты надула туда ушел, да. я поэтому сейчас... Не-не-не, я сейчас буду тебе объяснять. Вот смотри, путь Ахмата Хаджи, на чем он зыждился? Путь Ахмата Хаджи – это борьба с шайтанами. Первоначально там. Кем дальше? Объясняю, кто здесь остался из Сурсада, из ЧГТРК, вот из этого русского гарема. Объясняю вам, путь Ахмата Хаджи, на чем он был построен? На борьбе с шайтанами и на том, что хватит чеченцам воевать. Хоть один раз, хоть один раз мы можем тоже нормально жить и процветать как люди. Вот путь Ахмата Хаджи, который сегодня полностью преобразовался и стал путем джихада на фронтах, где Путин объявляет этот джихад, там Украины, там, я не знаю, где-то в Сирии, где-то сейчас Иран куда-то хотят тоже против там американцев, против Израиля. То есть вот это, да, в Сирии куда-то закидывали. Еще до этого в Украину закидывали в 2014 году. То есть путь Ахмата Хаджи уже давным-давно он полностью преобразовали его. От того изначально то как бы от чего отбивали чеченцев и призывали, налаживать мирную жизнь, сейчас это полная противоположность, потому что сейчас полностью всем вбили в голову джихады, что на пути Путина за его, унитаз нужно джихад делать везде во всем мире, и чеченцы должны погибать, и он, Кадыров, сидит и объясняет, что вот эти взрывы, там, бау-бау, что он прям кайфует от этого. То есть его Пахан говорил наоборот, дайте нам жить хоть один раз, давайте будем жить как люди. Почему мы должны всегда воевать? Поэтому ты вообще никакой не Ахмат Хаджи. Тем более, что Ахмат Хаджи взорвали русские на стадионе. Ты должен привлечь, то есть хотя бы стараться не забыть, да, чтобы привлечь к ответственности, тех, кто взорвал вашего Ахмата Хаджи. Потому что на стадионе, где его взорвали, именно под его стул заложили, знали, где он будет сидеть. Это стадион, туда муха не могла пролететь даже, да, без надзора. Вы что думаете, что все обезьяны, что ли, как вы здесь? Вот за убийство Ахмата Хаджи нужно привлечь, если он действительно ваш какой-то, я не знаю, идол, там, наставник, кумир и так далее, за его гибель надо привлечь, и нужно стремиться его пути тогда, если вы на его пути, там, ахматовцы. Посмотрите то, к чему он взывал. Хоть один раз мы не можем, как люди, просто жить мирно. Почему мы должны всегда воевать? Какие-то эти против джихада и так далее. Так что, ребята, вы сбились с пути Ахмата Хаджи, и это абсолютно полная противоположность. Вы сейчас 100% там на пути Пукина. Вот именно этот путь, когда вы полностью чеченцев ставите на лыжи, на рельсы вот этих джихадов, войн и так далее, в качестве пушечного мяса. Вот чем вы там занимаетесь. Вот эти, которые сюда заскакивают, всякие балаболы. Ассаламу алейкум всем. Добрый вечер. Или доброй ночи. Кому как. Приветствуем вас. Ва алейкум салам. Ибрагим, можно по-чеченски вас тоже приветствуем. Машу, приходите свободными. От души, брат. Ибрагим, вот это интересный момент, и зачитать или раз. Германия планирует масштабное увеличение армии
до 460 тысяч активных солдат. Цель увеличения численности. Новая система призывает с 1 января 2026 введение реформ. Короче, 2008 года до Бешду, Ушавишду Бохер. С 2008 Бешхаду или Халхарла освободила. Новая система, сроки обязанностей. Главная угроза РФ БО. Так, министр обороны Борис Пистолес подчеркнул необходимо превратить Германию в самую мощную конвенционную армию Европы. Короче, Россию Бог, а главная угроза Бог. Sen Berkham Tabul. Бех, бац. Халга да диеш, да, рядом. 185 тысяч на 460 халох, чтобы Так. Так, куда я поставил? По информации на страны НАТО, планируют Бог, они уже ведут гибридную войну Бог. Короче, зашевелиться ничего, ты в Германии. Sen Bill Berkham Bats. Мицкеш Салах. Канот будет поздно. Все, конечно, в 22 году, с февраля добил был бишь, болит Йоши, 23. Они пытались договориться, обговорить сацва там, но не получилось. Эшкетч. Ида был билдик дуйшем. Кетер мадуиз. С 2008 года был беш привлекать беш букушинцев. Друзья, спокойной ночи, салам алейкум. Взаимно вам тоже. Выходите свободными. Всего хорошего, спокойной ночи. Благодарю за Да, участие. эфир-то что, что телефон завис нуденса. Оказывается, память, я из хвоста и банху, мега мецеуш. Писать я герглихтер сейдать. Вообще, это айч сам сидишь. Я чеченский не понимаю, конечно. Я дагестанец. Да, лезгин, брат. тут, в принципе, он ни о чем. Это сегодня днем у нас эфир был. Он запускал эфир, и телефон у него завис. И вот так у нас как бы непонятно. Шамиль, может, вы расскажете нам что-то новое что-нибудь интересное? Много арабов приехали в помощь Дагестану помогать Сейчас богатым арабам? не знаю, брат. Я в Питере живу. Шукр Аллаху, в Дербенте все нормально. Не затопило, ничего. Все хорошо. А не слышно, что арабы приехали помочь Нет, брать? брат, я вообще не слышал. Мне бы сказали бы, что там кто-то что-то приехал, помогает. Там люди сами все делают. Я бы наше все там, это правительство, которое в Дагестане, не знаю, просто на площадях повесил бы этих людей бестолковых. Ничего не делают, народу не помогают. Это в Чечне уже целый поселок построили, блин, с дорогами вместе. А у нас нормально, люди выходят сами, все делают, дороги очищают, дома там помогают друг другу строить. Так что, так, наше правительство это беспонтовые люди, которые сидят на шее народа и кушают их кусок хлеба. Вот и все. Ничего не делают. Вот даже мой двор взять, я сколько там, 35 лет, да, грубо говоря, мне. С детства в моем дворе они не могут даже асфальт поставить, канализацию. Люди сами скидываются, все соседи. Слышно, да, меня? Не Да. знаю, слышно? Люди сами, соседи, все скидываемся, канализацию делаем, дорогу ставим. Сами все делают. За 35 лет ни один раз, не то что щебень даже не закидали. А какую Правительство. канализацию вы делаете? Там же нету у вас, очистных сооружений нету у вас, я слышал. Как Да. нет? Городская канализация, брат.
Ну, городская, куда она идет? Она очистные Ну, сооружения. она 100% в море идет. Куда же она может идти, брат? Куда она же пойдет? Как вы собираетесь там жить, потом купаться, куда вы будете? Ну вот люди вот так живут, да, потому что правительство такое. Вот живут так люди там. Вот смешно, вот так я тебе говорю, как есть, говорю, да. Вот. И смех. Я И там смех, и узнал грех, недавно, как что у говорят. вас нету нигде очистных сооружений, вообще нету. Все идет в Я же море. тебе не говорю, брат, что у нас есть. Я говорю, вот так живут люди, Я брат. думал, у Понимаешь? вас есть где-то очистные сооружения. Да нет, Оказывается, откуда нету. дорогу не могут сделать, воруют только так, какой им что? Да людей делают, что ли? Не, ну, это у вас же депутаты какие-то есть же, там, Брат, выбирают это не какие-то. депутаты, это шакалы. Этих людей надо вешать. Прилюдно, Брат, смотри, желательно. Плюс знаешь, что 32, плюс интересно? 32 осуждаем. Ну, это просто шутка была, если что. Рамиль, прикинь, Да, вот брат. Дагестан, Чечня, мы все Чтобы не вот примерно блокнуть. вот, что было там в Палестине, там, тут все впрягаются, помогают. Даже в Дагестане вон евреев искали, там самолет перевернули, короче. Да, а потом всех посадили на 15-20 лет. И смотри, столько впрягались все так, там, тут. А сейчас смотри, этих пацанов посадили, нигде арабы ничего за них слова не сказали. Потоп, Алиса, выключи свет. потоп, Ага. ужас. Что случилось? И ни одного араба на помощь не пришли. Мне интересно, почему мы всегда бьемся, есть туда помочь, защитить, за них умереть. А что они нас не вспоминают? Вот это. Но Чуть обидно. не все арабы мусульмане, как говорят. А все правительство арабское, это уже не арабское, это уже не арабы, это уже евреи, которые там сидят. Продали свои задницы, продали свои ради денег, ради имущества. Смотри, у тебя же тоже в Дагестане нету там, там какого-то имама Шамиля нету. У вас тоже же ничего Короче, нету. началось. В своих руках ничего нету, но все равно вы пытаетесь им помочь, понимаешь? И мы пытаемся, потому- и все пытаемся. А почему Все они... пытаются помочь, Подожди, потому что... подожди, смотри. Короче, вот эти фальшивые арабы-евреи – это плохие, а вот чистые, оригинальные арабы – это хорошие. Вот так, да? Так. Примерно. А как их определяют, оригинальных от вот этих подделок с Алиэкспресс? Это ты мне вопрос задаешь, брат? Да, да. Ну как можешь, вот ты подумай, да, вот убивают детей, женщин, стариков, молодых парней, безоружных. Неужели у них в сердцах не ёкнуло ничего своей же национальности арабов, которые убивают, насилуют, что только не делают эти сионисты? Неужели они им ничем не могут помочь? Подожди, ты сейчас о ком? Кому помочь? Ну, как кому помочь? Вот вы же говорите, что вот идет война, все дагестанцы, кавказцы, чеченцы, кабардинцы, все помогают арабам. Каким арабам помогают? Палестинцам? Понял я еще раз. Нет, смотри, ты в курсе, что 7 октября в 23 году произошло? Что произошло? Расскажи мне. Ну, в Израиле то, что произошло, что вот эти террористы там сделали. Это точно террористы сделали? А кто же там есть в кадре? Постой, постой. А ты в курсе 11 сентября, что произошло? Да, в курсе. Это кто сделал? Ну, у меня свое мнение насчет этого. Ну, скажи свое мнение. Ну, может быть, наши мнения одинаковы. Кто это сделал? Ну, я склоняюсь к тому, что это русня сделала. Я склоняюсь, что это сделали израильтяне.
И еще это и доказано, что это сделали. Ради нефти. Вот и все. Ради Ради нефти Ближнего доказано, Востока. да? Доказано. Конечно, доказано. На ОРТ, на Первом А канале. при чем тут ОРТ? Зачем тут этот каналы, вот эти всякие НТВ, Соловьевы, этих смотреть? Зачем они нужны? Это то же самое евреи вы там можете сидят. поделиться, вот где вы черпаете вот Так, эту вот так, информацию? возьмите, откройте поисковик, посмотрите на самом деле, что было. Сколько журналистов, сами же американцы доказали. Где? Вы на каком языке вы смотрите вот эту информацию? Ну там все на английском, читать надо, смотреть надо. Перевод Вы знаете уже английский? доказано же. Я чуть-чуть что-то знаю, чуть-чуть что-то не знаю. Вы хотите сказать, что это Россия сделала, да? Не, я не хотел просто это сейчас тему, это большая тема, да, в нее уходить, но я поэтому Да, в так. эту тему уходить не надо. Да, я поэтому сказал, что у меня насчет этого есть свое как бы мнение. Так, у меня кто вот, это? у меня мнение, что это сионисты сделали. Ну, Сахатер дал мегаделицем. Шамиль, Да, вот, например, если это докажет, что это сделали русские, это как будет тебе обидно за это или нет? Вот, Мне за это что должно быть обидно? Ну тогда зачем впрягаться впустую? Я вот не пойму. Да я же не впрягаюсь. А где доказано, что это вообще русские сделали? Где это написано? Не, я вообще-то, смотри, 7 октября тоже русские сделали. Один момент. Вот смотри. Шалом. Да, приветствую. Шалом, Машо. А что, давай я тоже скажу. Сейчас я просто Шамилю объясню вот то, что я вообще-то не пытался эту тему 11 сентября туда, ну когда ты вот спросил, да, ты когда спросил, Шамиль, вот, кто это сделал, ну это большая тема, да, ее разъяснять, как бы сейчас с темы на тему прыгать. Я поэтому чисто сказал, что это вот у меня свое мнение насчет этого. И я не начинал эту тему, поэтому... Так, давайте вот зашел к нам гость тоже, пусть выскажется. Да, Гибора, можно высказаться? Почему он затронул 7 число? Почему он является евреем и пытается рассказать про евреев? И почему он задевает русских? Ну, с русскими понятно, ладно, окей, хорошо, но это касается 7 числа же евреев. Можешь сам объяснить, почему он задел этот вопрос? Не, этот вопрос, я объясню, как мы к этому пришли. Вот собеседник начал рассказывать, что там была тема про арабов, да, и он начал говорить, что вот эти плохие какие-то арабы, которые не помогают. А они вообще арабы? Один момент. Плохие арабы, которые мусульманам не помогают, они еврейские арабы. Не, ну кроме арабов есть и они же продажные же. Потом я попытался понять, вот, а в чем вот эта проблема вся. Он говорит, ну как, они же там не помогают мусульманам. И я спросил, вы о чем конкретно? И мы пришли к теме вот этой пластилина. К теме пластилина. И я потом собеседнику попытался объяснить, ты знаешь про 7 число, 23, чтобы он об этом высказался. Но мы сейчас перескочили куда-то на 11. То есть мне интересно, вот собеседник, он понимает, что произошло 7 А что произошло октября? 7? Нет, скажи мне, что произошло 7? Ну, я у тебя спрашиваю. Не, я не знаю, я слышал, что произошло, я свое мнение скажу. Я объясняю, хорошо, я объясняю. 7 октября террористы. А кто это террористы? Джамаата Хамас напали на Израиль, убили там около 1400, потом увели людей в плен. Уже 1400 стало? Шамиль, если в это... Шамиль, да постойте, дайте человек скажет, пожалуйста, не перебивайте. Он обязательно скажет. Я сейчас просто объясню. Ибрахим, он скажет обязательно. Ну, 7 числа касается евреев же, не чеченцев, не гуши. Не, это-то понятно. Но мы как бы все-таки тоже хотим эту тему. Значит, среди нас есть евреи, которые поддерживают этот момент.
Не так ли тебе А кажется? как можно вообще убийство людей, еврей ты не еврей, можно вообще поддерживать? Ну, как евреев? Аллах в Коране говорит же о евреев, говорит. Аллазина аману, говорит, о те, которые веровали. Не берите себе друзей христианских иудеев, они не будут довольны вами, пока вы не примете их религию. Как вы можете слово Аллаха, говорит, в сторонку убрать и послушать другого человека, который говорит об этом? Давайте, объясните мне к этому. Подождите, не спешите. Смотри, 7 октября террористы напали на Израиль, подряд там убивали женщин, Хорошо, Шамиль, кто такие насиловали. являются террористами? Один момент, не перебивайте меня, я сейчас Не перебивайте. закончу, потом передам микрофон. Начали нападать на этих по Суре 4:24, насиловать женщин там, короче, бабушек там, я не знаю, детей подряд. У меня есть эти съемки, но они в таком месте показывать Ладно, их не я вариант. вот так... И я вот наблюдал, как эти люди идут по, если их можно так назвать, да, они идут вот по населенному пункту, да, вот зашли. И он вот так подряд, первый попавшийся там жилой дом, да, вот в окне силуэт, непонятно, то ли это женщина, то ли ребенок, то ли дед какой-то, да. И вот для него это цель, он просто подряд стреляет, идет, в следующий этот двор проходит, там стреляют они, и вот так вот идут налево и направо. Вы это поддерживаете, Шамиль? Ну, а вот ты поддерживаешь то, что вчера израильские террористы, военные, зашли в школу, убили 5 детей, 14-летнюю, 11-летнюю девочку, мальчиков. Вот ты это поддерживаешь? Нет, смотри. Нет, ты Шамиль, ответь на этот вопрос. Шамиль, давай сначала А я закроем знаю, вот что эту это тему. 100%, я даже уверен, что это евреев убивают. Как было это в Советском Союзе, когда была война. Даже так. Когда друг друга убивали, своих Даже же так. евреев 7 убивали. октября. Какое? Это- Постой. Кроме это 7 было октября 5-7. больше ничего не было. Вы постойте, вы что 7 октября трогаете, только это и видите? Почему Вот вы этот не момент говорите, было- как евреи дело в начали том, что- убивать? Еще Было, когда было, они но- только на кораблях но- приплыли. Было. Но этот момент... 15 ответ на 7 тысяч октября. человек убило целую Подожди, деревню. Шамиль, ты Почему к вы русским- это не говорите? я Кроме смотрю, 7 октября вы ничего ты не... это самое, микрофон передавай иногда. Я смотрю, ты вот правдоруб, любишь правду, защищать права людей, права Ибрахим, он мусульман. говорит правду. Шамиль, ты к русским как относишься, вот к русским? А вот тебе, Ибрахим, вопрос. Как ты относишься к русским? Которые... Подождите, меня не перебивайте. Я, к Шамилю Я не буду перебивать. Я тебе... Смотри, я тебе отвечу на вопрос. Мне как без от- разницы национальности какой. Постой, друг, не перебивай, пожалуйста, я тебя умоляю. Давай друг друга слушать, мы же не должны Шамиль, друг друга как перебивать. вы Да. относитесь к Я русским? отвечаю на Повторяю вопрос. Постой, друг мой, я тебе отвечаю на вопрос. Я ко всем национальностям отношусь нормально. Что русский, что чеченец. У меня и друзья тоже евреи есть, и армяне есть. Мне без разницы национальности, ты не какой можешь. человек. Если ты мусульманин, Почему я ты не могу? можешь в друзьях иметь евреев. Если Почему что, не это имею? на Почему заметку. я не могу с ними общаться? Не, ну, когда с Почему языком я не могу Аллах с ними слабых не деловые мешает. дела делать? Сура Почему я должен их ненавидеть? 5:51, сура Ну, и что? 5:57, сура Постой, 3:28. разве Всевышний запретил с ними дела какие-то иметь, торговые, отношения Запретил, иметь? Где Да, запретил? да. Где это За- запретил Всевышний? Я тебя приведу, мы сейчас не об этом. Вот смотри. Я понимаю, что ты русских не любишь, у тебя внутри горит. Я понимаю, чеченский... Нет, подожди, наперед, не агрессируй, да, вот смотри. Я не у тебя агрессирую, под брат, я боком- разговариваю Да, спокойно. я не Да, только у русских тебя- люблю, я У Кадырова тебя не люблю. вот под боком чеченцы, мусульмане. Вот у Я тебя Кадырова прям не под люблю боком, тоже. да? Так, я тебя сейчас спускаю, потом подымешься, ты мешаешь говорить. У тебя под боком вот живут чеченцы, да, которых вот 2 войны прошли, да, с 94 года по 96 и потом с 99 по 2005, скажем так, массово так. Вот 2 войны прошли, и 300 тысяч людей, мусульман, чеченцев, из 1 миллионного вот такого нации, да, 300 тысяч загасили там. И как бы вот тебе это нормально, да, вот русские неплохие получается. Из них 45 тысяч детей там добавят, да?
Почему, брат? Да, Да, русские я тебе, неплохие. смотри, Да? я тебе кое-что хочу сказать, да, послушай, ты же взрослый человек, ты, наверное, ну, не маленький ребенок, наверное, взрослый человек. Ну, я Я как слышу раз по таки, голосу, да, я ты как раз взрослый, таки ты, не наверное, маленький. прошел тоже, там много чего увидел. Знаешь, я тебе так скажу, да, знаешь, те, которые воевали и убивали, их же дети тут ни при чем, они же не делали этого. Получается, по-твоему, которые русские убивали чеченцев Они или ничего не чеченцы... делали, 45 тысяч Дайте детей убили. скажу да Чтоб до ты знал. конца, За пожалуйста, 2 зачем войны. перебивать? Я же вас всех слушаю. Я же слушаю, выслушиваю, отвечаю. Зачем перебивать? Некрасиво так. Получается, если те предки, которые сделали такое зло, получается, и меня надо тоже убить. По-твоему, так Объясняю, получается? Надо меня тоже объясняю, ненавидеть. Если мои объясняю. предки что-то плохого сделали, меня тоже надо ненавидеть, что ли? Все, вы задали вопрос, я отвечаю. Дело в том, что я задаю этот вопрос, потому что вы сейчас буквально раньше говорили про евреев. Евреи, вот это не арабы, это там евреи. Вот здесь евреи. Вы видите, как евреи Почему не убивают. арабы? Один Постой, момент, брат. не перебивай, не перебивай. Хорошо. Не перебивай. Ты говоришь, что евреи убивают мусульман. Евреи. А что, не так? Тут я тебе привел в пример. Не путай пример. евреев и сионистов, брат. Один момент. Я тебя опять возвращаю к вот этой теме, о которой мы говорим. Тут у тебя под боком вроде твои кавказские, даже близкие тебе там, скажем так, генетически, вот у тебя мусульмане рядом, да, прям с тобой, под боком у тебя. Никуда в пустыню куда-то идти, изучать их какие-то исторические моменты, изучать их, я не знаю, там, вот этот конфликт политический, не надо. Вот здесь под боком у тебя 300 тысяч из 1 миллиона, да, в отличие там от палестинцев, которые с десяток миллионов. Вот из 1 миллиона 300 тысяч загасили, вот здесь прям под боком. И сделали это русские. Но здесь, когда тебе говорят русские, ты говоришь, там же дети, там же разные, там же не такие, там же как, все будут отвечать за это. А когда ты говоришь о евреях, которые вон там где-то, и непонятно даже, что там происходит, и для тебя не важно, да, что напали, короче, и замочили подряд женщин, детей, там подряд, вот это террористическое, ты это не считаешь даже там терактом. Брат, при чем тут евреи? Есть сионисты. И тут ты, короче, русских оправдал полностью. Почему? Ну это не так же, это же... Но вот сейчас так. ты себе оправдание ищешь, чтобы меня обвинить. Ты евреев не путай с сионистами. Есть сионисты, а есть евреи. Также есть чеченцы и дагестанцы. Это разные вещи. Смотри, ты просто не первая жертва вот этой вот пропаганды. Не первая. Брат, я, во-первых, не жертва, брат. У меня есть голова, чтобы думать. Не путай Я сионистов. сначала выскажу, да. Это ты не первая тысяча. Не первая 1000 жертв из вот этих жертв, да, которых там настраивают против евреев. Поэтому вот то, что ты говоришь, это для меня не ново. Просто вы как будто бы все из одного утюга это все слушали, понимаешь? Поэтому я тебе пытаюсь не как бы тебя переспорить, а дать тебе, чтобы ты мозгом начал думать, да, что ты вон что-то в пустыне происходит, и ты здесь прыгаешь, короче, пытаешься там, я не знаю, по стенам отпрыгнуть, там, на себе порвать какую-то тельняшку там. А тут у тебя то, что под боком происходило, да, а тут у тебя под боком, ты это вообще плевал на это. Я тебя не на жалость давлю, не говорю, чтобы ты не плевал. Просто что с тобой происходит, человек? Ну, Вот давай я я тебе вопрос задам. Почему ты путаешь сионистов и евреев? Это разные вещи. Также есть русские, которые нормальные и неадекватные, больные люди. Почему ты это две вещи путаешь и себе ищешь отмазку? Я вообще ничего Рядом не не путаю. видел. Ты рядом 2 войны, ты вообще ничего не увидел даже. Убили 300 тысяч человек у тебя рядом здесь получается. Вот рядом. Протяни руку. 45 тысяч детей убили. По-твоему, постой, ведущий, Смотри, ты даже не должен Лохан, был это видеть. постой, да, брат. Смотри. Можно я ему вопрос задам? По-твоему, ведущий, извини меня, что перебиваю тебя. Лохан, да, там зовут тебя? Лохак.
По-твоему, получается, я сейчас должен взять оружие и всех русских тоже убивать? И также евреев, которые вообще ни в чем не Ты не причемны? увидел, говорю, я тебе не говорю оружие Ну, конечно, взять. я не Нет. видел, мне 35 лет, ты что за глупость говоришь? Ты взрослый человек, наверное. Шамиль, тебе никто Спокойно говори, ничего, Шамиль, да? да, тебе никто ничего не говорит. Просто откуда вот это вот у тебя, чтобы ты сам задумался. Вот смотри, то, что у тебя перед носом вот здесь, под боком, ну, грубо говоря, ты вообще не видишь это. Когда тебе об этом говорят, а что все русские теперь виноваты? То есть ты вообще даже, тебя нужно... Ну, так, по-твоему, получается, и все смотри, евреи виноваты, и ну, русские ты виноваты не- все. Блин, ты не даешь рассказать. Тебя нужно ну, туда уткнуть, да, чтобы ты это все увидел и просто начал думать об этом, и ты уже сам додумываешь, говоришь, а при чем тут все русские туда-сюда? Но тут же 5 минут назад ты говоришь, вот евреи, они поддельные, там какие-то арабы, они все евреи какие-то, они не такие арабы, это все там вот такие евреи. То есть, что происходит? Я тебе хочу... Ты когда-нибудь воевал сам? Ты когда-нибудь в руках оружие держал, людей убивал, воевал? Шамиль, Я у подожди, тебя вот я вопрос тебя- задаю. Я тебя специально просто хотел как бы пробудить, да, чтобы ты начал думать не русским телевизором, не вот этой информацией, которая там антиеврейская, антисемитская, чтобы ты жертвой вот не был вот этого. Зачем тебе это надо? Ты же знаешь прекрасно, что детей убивать это плохо, что женщин убивать это плохо, что терроризмом заниматься это плохо. Без разницы, это евреи, это, я не знаю, вон, езидские женщины, когда в Сирии это было, 7 тысяч женщин по Суре 4, 24 аяту изнасиловали, и их потеряли там, по сегодняшний день их ищут. То есть это все плохо, ты же как человек, у тебя же есть вот это внутри мораль какая-то, нравственность, это все плохо. Постой, я Но тебе вот вопрос поэтому, задаю, да? ты должен Я думать не- могу, я телевизор, как вы, не смотрю вот эти телевизоры, кого-то еще Не, ну, слушаю. Шамиль, то, что Но ты я вот сейчас просто тебе говоришь- вопрос задал. Ты когда-нибудь оружие в руках держал, воевал? Ну, приходилось мне, да. Ну где ты был, вот тебе приходилось, вот где, просто вот чисто между нами, можешь в личку написать. Ничего, Я ни в личку был, не где надо, надо в было, я чеченской- был. Там, где ты не был. Чеченской Да, ты подожди, молчи, да, Лёха, пожалуйста, тобой вообще подожди, не разговариваю, подождите. ё-моё. В Чеченской республике Ичкерия в 99 году, когда Россия напала, вот это в Дагестане создали вот эти вот джамааты ваххабистов, Степашин туда, ФСБ приезжала, взяли туда, затянули вот этих чеченцев наших, тоже ваххабистов, и сделали из этого прецедент там, и после этого напали на нашу республику. И вот в этот момент, да, я в 19 лет сам приобрел оружие и вышел на защиту своего государства, своего народа, своей родины. И вот так... Хорошо, тогда тебе ответ на вопрос, я еще пацаном был. А почему тогда чеченцы напали на маленькую деревню Дагестана, хотели захватить село? Раз вы такие, как ты говоришь, мирный человек, и защищали сами себя, ответь, пожалуйста, я молчать буду. Давай, я тебе отвечаю, только не перебивай. В Дагестане, в российском Дагестане, вот в России, создали в 2 селах, Карамахи, Чабанмахи, установили шариат. Туда прилетал на вертолете Степашин, я об этом чуть раньше здесь говорил, который полностью благословил эти съемки, есть, можешь в ютубе найти. Он благословил то, что там происходит, короче, и сказал, что шариат это хорошо, такой бы шариат во всем там Дагестане. По всей России. Да, вообще, да, вот ты меня подправил. По всей России бы такой шариат. Туда привезли гуманитарку, да, и начали это делать, ну, благословили это все. Тут же создали Конгресс Чечни и Дагестана, вот эти джамааты, ваххабистские вот эти движения, которые русские создали, да, вот Багаудины, там, Шахчалаевы, потом и так далее. И эти джамааты, короче, когда это началось, да, окружили это Карамахи и Чабанмахи, там провокация, уже русские подготовились, вооружили в 98 году свою армию, сделали прецедент из вот этих 2 сел, и чеченцы, которые входили в этот совместный джамаат, они обязуались в случае нападения на одну из сторон, другая сторона
была обязана прийти на помощь. И пошли вот так туда, затянули это Карамахи, Чабанмахи, пробили вот это кольцо. Ты не говоришь, что Карамахи, Чабанмахи окружили их, в них начали россияне стрелять. Да, они просить начали помощи. Вывести женщин, детей, стариков. Нам не дают отсюда вывести. Вот оттуда они неделю там просили помощи им. Вот это нужно говорить. Да, и чеченцы пошли, вывели оттуда в Чеченскую республику, привели вот этих вот людей, которых долбили там со всех этих видов оружия. Это одна тема была. Потом другая, параллельная, дагестанские джамааты провозгласили исламское государство в Дагестане. И еще какая-то группа, какая-то часть вот этих джамаатов пошли из Чеченской республики и начали помогать дагестанским джамаатам устанавливать исламское государство в Дагестане. Вот что там происходило. Кто-то на кого-то напал. Нет, ты мне на вопрос не ответил. Почему чеченцы напали на село дагестанское, хотели захватить, а дагестанцы защищали от этих террористов? Подожди, ты мне объясни, пожалуйста. Есть видео, доказательства. Тебе надо зайти посмотреть. Подожди. Не просто какое-то Дагестане. Село, скажи название. Если у тебя мозги есть, включи в интернете, найдешь, посмотришь, до сих пор запись село, брат? Если заявляешь, ты должен сказать, какое село. Смотришь, озвучил именно русскую пропаганду. Не смотришь русский телек, но озвучил российскую пропаганду. Красавец. Это не российская пропаганда, это реально, которая в жизни была вещь. Так, почему? Скажи мне, пожалуйста. Там же не только чеченцы были, там и арабы были, и украинцы были, и все остальные. Пришли к вам на помощь. Вот что было. Твои собратья, так называемые мусульмане, убили чеченцев. Куда пришли на помощь? Когда от них отстреливались, куда пришли на помощь? Кому пришли на помощь? Название скажи, куда напали, село назови. Ну так, открой интернет, посмотри видео старые, что было по 90-х годах. На село посмотри. Ну, сейчас я тебе зайду, назову. Шамиль, я тебя вообще не пойму. Ты вообще за кого, за что? Я не могу тебя понять. Я не пойму, ты против, что Палестина... Ты против того, что Палестина это внутреннее дело Израиля, что ли? Ты хочешь, чтобы Палестина не была внутренним делом Израиля? Я не пойму. Он пошел название села смотреть. Прикинь нам, как еще... это хорошо, это вот люди должны слышать, да, люди должны слышать, что там в головах происходит. То есть, представь, здесь террористы чеченцы, да, которые пошли помогать эти два села и помогать дагестанским джамаатам, мусульманам, освободиться от кафиров русских, которые пошли туда помогать. Это для него террористы, да, это для него террористы. А тут, которые пошли на Израиль, и женщин, детей, всех там насиловали, расстреливали, увели, заложников, это для него... А там же до этого они тоже им что-то делали. Представь, что у них в головах, бля. Это вообще ужас. Я сейчас то, что услышал, мне аж плохо стало. Если, прикинь, мы поехали захватывать какие-то села. Прикинь, у них вот это в голове варится, что ли? Села назвать не можешь. На какое-то село напали, бог, да, какое-то село там напали. Назови село, куда напали. Карамахи, Чабанмахи, ваши села просили помочь. Вы должны были пойти им на помощь, а не чеченцам звать туда. На Батахлинский район-то напали вы. Я не говорю, что чеченцы террористы. Я говорю, почему вот эти группировки напали на это село, которое люди сами себе защищали. Вас что, просили туда помощь? Зачем они Вас просили помочь? Вас же не звали туда. Назови село, какое напали. Батахлинский район. Зайди и посмотри. Что ты мне несешь? Село какое? Название села. Я тебе точно село скажу. Да, точно. Пойди посмотри. И потом объясни, почему чеченцы напали, на кого там в селе напали, на дагестанцев? Там не чеченцы напали, это не чеченцы, ты чеченцев туда не суй, тебе еще раз говорю. Ты сам их сунул. Да пускай дагестанцы. Кто сам сунул, ты что, о чем говоришь?
Если ты так свою родину любишь, ты что в Европе-то... Подождите, друзья, не надо агрессировать. Ну, Мы если ты хотим так свою понять, что родину живешь, происходит. почему ты в Европе живешь? Возьми оружие, приди в Чечню, выгони Кадырова. Болтать только можете, да и все. Больше вы ничего не можете. Да, понятно. Мы сейчас не об этом. Мы Если сейчас бы вы хотим... не болтали бы, взяли бы руки... Шамиль, не надо агрессировать. Нам нужно Я не название агрессирую, села. вы там сидите все смелые в этом интернете тут. Смотри, название А села сами как нам беженцы живете в Европе, везде там, ты можешь соскочили. Ну. Да, подожди. Такой же Шамиль название здесь села. находится, и таких Шамилей много в Европе, не надо рассказывать тут. Подождите, не надо. Ты вообще там молчи, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Темы на тему не перескакивайте. Подожди, я здесь, тоже хочу чуть-чуть отдохнуть, да, сегодня. Но тем не менее, у нас интересный эфир, давайте его нормально проведем. Вот смотри, ты приведи нам село и потом объясни, кто напал на это село, зачем напали, с какой целью. Ну вот ты мне должен объяснить, зачем напали эти террористы. Это не чеченцы, там не только же что чеченцы. Они там сделали в этом селе? селе? Вот именно, ну зачем напали-то, ты можешь мне объяснить? Я же тебе вопрос задаю. Что ты же так усердно защищаешь. В этом селе? Ты же не говоришь село, пойди посмотри на название. Я тебе район села, сказал, Бахтахлинский район. Да там одно село всего лишь. Районы какие-то, ты мне село, ты говоришь, напали а что ты отмазку-то себе ищешь? Ты что, блин, не знаешь, Шамиль, что ли? Ты же такой умный там. Шамиль, никто здесь, смотри, никто не умный. Иди найди село Бахтахлинского района, приведи его название, и потом объясни нам, что там произошло в этом селе. Там что... Изнасиловали женщин, расстреляли каких-то детей, стариков. Что там вот напали на гражданское Ну, конечно, население? там не изнасиловали, там весь народ взял оружие, чем могли, теми отбивались, не пустили даже их. В район даже не пустили, сельский район не пустили. Ты знаешь, чего скажи. Ты не одного охранника всего лишь бедолагу ранили и все. Зачем это вообще там? Это кто там Шамиль имя предателя пишет, как шакал, блин? С какой целью туда пошли? Что там происходило? Ты можешь нам объяснить? Я не пойму. Ибрагим, спроси его, что там такого ценного, чтобы захватить вот эти два села. Я тоже не пойму, зачем они захватили. Тем более ты знаешь, что там как раз на два района напали, на село, которое люди себе защищали. Вы же не знаете, кричите тут. Зачем они на них напали? Что они там защищали? Тут болтать. Смотри, Шамиль, там в этих двух селах, зачем перебиваешь? Чем так болтать? Любишь свою родину, Чечню, возьми оружие, тогда выгони Кадырова. Не надо на это только переходить. Болтать можете тут и все. Это кадырки говорить, туда не переходи, это другая вообще тема. Об этом мы отдельно поговорим. Просто сейчас объясни вот эту ситуацию, как это так, какие-то террористы пошли в 99 году, зачем-то на Бахтахринский какой-то район, это село какое назови, что они там золото добывали, какие-то прииски, хотели это захватить, или нефть там, что-то там ценное, или что там вообще происходило, объясни. Ну, как что? Когда в Чечне проиграли, пошли на Дагестан, думали село захватить. Что еще могут сделать? Да и там не только чеченцы были. Зачем они захватывают? Там же не только были чеченцы, и украинцы, и арабы были, и все остальное. Шамиль, зачем это село им захватывать? С какого ты у своих братьев спроси как раз-то, если которые живые остались, зачем это им село нужно было? Зачем Бахтахлинский район? Для чего они туда пошли? Подожди, я тебе отвечу, зачем пошли. Ну ответь, ты за них можешь ответить. Дагестанские мусульмане, джамааты, провозгласили Дагестан исламским государством. Где это было написано? Кто это сказал? Повторяю, что произошло в 99 году. В селении Карамахи, Чабанмахи произошла провокация. Там вооруженные... Вон, внизу человек знает лучше даже, чем я. Пускай ответит, поднимите его. Да что вы его не поднимаете? Кто это? Такой? Вон внизу, вот, говорит, я отвечу.
Кто это? Подождите. Имя Ну, какое? внизу человек есть, говорит, я отвечу на этот вопрос. Чего вы его не поднимаете? Вы его тут скинули, когда он вам начал говорить. Это какой-то фейковый вот этот евреем, Ну который так подними прикидывается. его, пускай ответит. Ну, теперь ты и евреев не любишь. Шамиль, ты сейчас отсюда выйдешь, Ты потому чё не... что ты Я и так выйду, ты не ты нормально не Неприличный человек, дискутируй. он вообще не умеет разговаривать. Ты не дискутируй, Нет, нормально не субханаллах, можешь. послушай меня, общаться. послушай, Ибрахим. Ты сейчас лицемеришь на самом деле. Ты что человека перебиваешь и свою нацию не Ну, хочешь вообще-то осознать на самом деле? Для чего они воевали и хотели они поставить слово Аллаха на этом пути? Послушай меня внимательно. Почему ты Тогда человеку ответить, ты же хочешь услышать. Послушай меня, Объясни Ибрахим. своему брату. Вот, Я объясни. тебе лично объясню. Почему они воевали и почему они хотели поставить слово Аллаха. Если ты являешься человеком, который ты на самом деле свою душу не хочешь отдать, да, ради Аллаха, да, который не воевал, который не имеет смысла к этому даже, да, я тебе скажу, конкретно, субханаллах, которые до тебя воевали, на самом деле, которые являются чеченцами, которые на самом деле хотели послать слово Аллаха на этом пути. Почему ты, лицемерие, сейчас сидишь и говоришь об этом? Засветился, за фальшивый еврей засветился. Оставь ты, оставь евреев, оставь евреев, ты, Кадыров. Смотри, послушай меня друг, внимательно. я не знаю, как тебя зовут. Вот Я этому Гебур. Шамилю. Гебур меня зовут. Гебур, смотри, Шамилю, объясни, почему туда пошли, кто там Почему напал, пошли? какой-то- Потому что они не хотели, я тебя послушаю, они не хотели вот этого всего блядства. Они хотели шариата, они хотели слово Аллаха поставить, они хотели жить как мусульмане. Видишь, Почему наши Шамиль, предки услышал ты? Не, ну ты, Ибрахим, ты не можешь услышать его. Нет, послушайте меня, вы неправильно, вы, оказывается, не знаете эту историю, астагфируллах. Это же наша история предков наших. В 90-летнем году. Эту тему закрываем здесь. Кто ты, Леха или кто ты там, Леха? Леха, ты Леха, вообще далек, я тебе скажу, ты лучше молчи. Еще раз, друг, я опять забыл твое имя. Гебур. Гебур. Смотри, Гебур, объясни еще раз Шамилю, что там происходило. Там действительно на села какие-то напали эти люди? Нет, они хотели не объединяться с этими свиньями. В чем проблема? Мы же не должны быть свиньями же. Ну, Шамиль это не знает, ему объясни, видишь. Ну, теперь присоединились те, которые на самом деле были верующими, которые хотели слово оставить на... А смотри, давайте вот так Гебур, скажите, послушайте меня. Я вам хадис скажу, давайте хадис, Ибрахим. Гебур, пожалуйста, я вам хадис скажу. Дослушай один момент, дослушай, сейчас обязательно ты скажешь хадис. Вот эти, которые туда пошли, в это село какое-то, которое Шамиль говорит, они кого-то изнасиловали там, застрелили кого-то или кого-то там в плен Нет, именно я тебе за 99-й Их год даже не буду туда не говорить. пустили, Я тебе не за то, что они 93-й туда год пришли. говорю. Я за 93-й, за 94-й год вам говорю. Я вам хадис скажу, говорит. Пророк Мухаммад сам сидел со своими Подожди. Слушай, Ты брат, меня давай извини, я скажу. ты Ибрахим, меня почему ты извини, вот перебиваешь? этому Шамилю нужно Мы объяснить сейчас к этому этот момент. придем, брат. Я Мне понял. не надо объяснять, пускай человек подожди. выскажет. Объясни, друг, вот этот момент Шамилю, который люди туда пошли в 99-м году. Как вот бы они это, ни пошли бы, Дагестан. Аллах говорит же, я сужу по намерениям, говорит. Ну да слушай, Шамиль, Нет. куда ты спешишь, Гебур? Вы какие-то непонятные, что с вами происходит? Как Объясни в смысле, что с этому вами Шамилю, он говорит, что на дагестанцев напали, и дагестанцы вышли. На и каких защищали именно свое дагестанцев, которые соединились с Россией? Он какой-то Бахтлинский район что-то там говорит. Где... Ну, он говорит, например, вот он говорит про Шамиль имам, вот, который имам сейчас является. Для меня он является конкретно, я тебе говорю, кафиром. Ну? Вот этот Шамиль, который здесь. Да. Шамиль, он говорит, ты кафир. Нет, не вот этот, имам Шамиль. Ты о чем, Ибрахим? Это и лично его мнение, что он там говорит, и каждый свое мнение имеет теперь право давайте сказать. за 93-94 год говорить. Пророк Мухаммад сидел со своими сподвижниками, и тогда сподвижники сказали, он сказал, говорит, я, говорит, скучаю по своим братьям, говорит,
И тогда сподвижники сказали, не мы ли являемся твоими братьями, говорит. Он говорит, нет, говорит. Слушай, ты ему объясни, какие-то слова он рассказывает. Да не надо нам рассказывать про Шамиля. Это Про тебе Шамиля не это надо другая рассказывать, тема. другие пускай слушают. Это другая мусульмане. тема, ты ему Для объясни, верующих он это какой-то является район только лишь говорит. больше... 2 района, Я тебе 2 говорю, села, там послушай. объясни это ему. Ты Не чеченец, надо нам объяснять. И себе объясни, себе можешь объяснить. Безмозглый, себе. Вот ему объясни, Шамилю объясни. Ты сейчас, смотри, Шамиль, ты грубишь. Дайте сначала Нет, давайте смысл, здесь он смысл... Смотри, Гибур, Подожди. ты сейчас объяснишь, ты доскажешь хадис, а потом объяснишь Шамилю, что никто ни на кого там, кто на кого нападал. Да, но он за потому что у него 99-й год дезинформация. говоришь ты. Послушай меня, теперь смотри. Сподвижники сидели, говорит, не мы являемся твоими братьями, говорит. Нет, говорит, мои братья будут тогда, когда меня не будет с ними рядом, говорит. Но они уверуют в Аллаха, говорит. И тогда он скажет, говорит, я скучаю по ним, говорит. Ну, говорит, в это время нас будет мало, говорит. Мы будем униженными, говорит пророк Мухаммад. Он говорит, нет, говорит, в это время нас будет много, говорит, но мы будем унижены, говорит. Почему, говорит? Потому что, говорит, мы будем эту жизнь любить, говорит, и у нас будет ненависть к смерти, говорит. Но, говорит, среди них будет малочисленная группа, говорит, пока они будут воевать до того времени, пока они не поставят слово Аллаха на этой земле. Все же понятно здесь, Ибраим, мужики. Мы же являемся мужчинами. Послушай, не перебивай. Подтверждаю этот хадис. Да, вот теперь послушайте, мы являемся мужчинами. Это же не значит, что у нас есть является писькой, то, что мы являемся, родились мужчинами. Мужчина – это на словах? Нет, это на делах. Мы не только на словами. Эти мужчины, которые, послушай, мужчины, которые доказали своими словами, они пошли туда, воевали до того времени, пока их не истребили, да, Российская Федерация. Все полностью понятно, то, что ты сказал. Ну, теперь объясни вот послушай, этому Шамилю, объясни, он вообще какой-то, на путь кафиров стал. Он говорит, что вот эти мусульмане, которые пошли туда устанавливать слово Аллаха в Дагестан, он говорит, что они напали на дагестанцев. Нет, А тогда почему мои земляки взяли оружие и их не встретили? Зачем? Ты ж хочешь... Вот можешь это мне объяснить? Ладно, Шамиль, тебе вопрос теперь. Хорошо, окей. Тебе вопрос. Объясните мне, вот, чтобы я понял, скажи по-братски, почему тогда, если они шли на эту деревню, село, почему мои земляки взяли оружие и отбивались от них? Если они такой мир, как они говорят, несли. Каждый человек сам за себя ответит за судный день же. Так он же не может мне объяснить, брат, Почему вот это ты не можешь слово. различить между хорошим и плохим? Я-то могу различить. Я говорю ему вопрос задаю, почему мои земляки тогда их так встретили с оружием, если они такие хорошие были? Это уже судный день завтра Потому определится. что они кафиры. Нет, потому что, чтобы ты оттуда сюда приехал, пришел в это село и задал этот вопрос тем людям, которые еще живы, и они тебе ответят, почему. Которые делают намаз, и шариат, и все остальное, поклоняются, и пост держат, и все остальное. Вот ты объясни этим людям. Задай это вопрос, ты рот закрой, пускай выйдут между собой. Ты как в мультике Шерхан, который идет, и сзади шакал лает, а мы пойдем на север, ты подобие него. Я тебе еще раз говорю. Ты объясни мне вот это, людям объясни. Подожди, я тебе объясню. Давай, не спешите. Дело в том, что вот мусульмане, да, которые истинные мусульмане по Корану и Сунне, им предписано устанавливать, где они проживают, там везде слово Аллаха. Постой, ты хочешь сказать, там не мусульмане жили, намаз не делали, и эти пришли шариат хотели устроить, там шариата не было. Там не было шариата. Что ты несешь чушь? Что ты говоришь? Я тебе объясню, потом ты поймешь. Дело в том, что вот в Коране и Сунне там везде это прописано. Вот тебе этот наш друг Гибур тоже сейчас хадис приводил, да, что будет всегда какая-то группа, которая будет устанавливать слово Аллаха, будет сражаться до судного дня. И будут те, которых Аллах отбил от этого. То есть такие, как вот эти у русских ружья берут и становятся против мусульман, которые хотят установить слово Аллаха. Прикинь, это и являются чеченцами в основном, которые сейчас вышли на Украину. Да, вот смотри, в Дагестане
какая-то часть джамаата хотели установить слово Аллаха, как в Коране и Сунне им предписано. А вот эти, которые взяли у русских ружья, подписались, там начали вступать в эти русские ряды ополчения, они взяли ружья и вышли против вот этих на стороне кафиров, чтобы вот эти не установили там исламское государство. А они хотели жить под кафиром, под Путиным, ну, под Россией, под Ельциным тогда, потом под Путиным сейчас. То есть там вот такая ситуация произошла. И я сейчас это говорю с точки зрения ислама. Да? Если мы говорим с точки зрения морали, какой-то национального интереса и так далее, это другая тема вообще. Просто ты как мусульманин, который заступаешься за палестинцев, почему-то тоже непонятно. Тебе непонятно, почему ты за палестинцев? Смотри. Не торопитесь. Блин, что с вами, люди? Не торопитесь, подождите. Я объясняю. Палестина является частью Израиля, внутренним делом Израиля. Израиль является частью... вышел отсюда. Смотри, Палестина является внутренним делом Израиля, как Дагестан является внутренним делом Российской Федерации. Точно так же палестинские мусульмане хотят жить нормально, чтобы им, как бы, они тоже и мусульмане, у них они и намазы делают, и все, и вот им нужно жить в Израиле, в государстве Израиль, и полностью соответствовать законам, не всякими террористическими актами не заниматься, как вот в Дагестане занимались вот эти джамааты какие-то исламские, вот эти исламистские группы. Не заниматься этим, а нужно жить нормально, намазы делать, и как бы под вот этим покровительством Израиля, выполняя все законы Израиля, да, вот как Россия законы выполняют все дагестанцы, русских слушают, Путина, всех остальных вот этих россиян. Вот так же палестинцы могут спокойно жить и слушать евреев и нормально процветать, ни на кого не нападать, ни 7 октября не устраивать. Да, я скажу, просто уйти хочу и все. Знаешь, что я хочу сказать тебе? Ты просто настоящий кафир-шайтан, вот и все. Вот ты кто, и твоя жизнь тоже такая же шакаловская. Все, молодец. Вот я тебе что хочу. Стоп. Все, молодец. Тот такфир, который ты сделал, вот ты мне сейчас сделал такфир, да? Вообще, ты знаешь, я просто очень мягко, выскажусь, да? Вообще, вот так вот по боку, да, вот то, что ты какой-то такфир, какой-то зашел сюда, и ты не мусульманин, кафир, человек, который вообще живет где-то в Русне, говорит, что когда ему исламское государство пришли устанавливать, говорит, что это какие-то плохие, он оправдывает людей, которые у кафиров взяли винтовки, вышли против этого, тут же он проводит параллель за палестинцев, выступает, которые тоже могут нормально жить себе в Израиле под евреями, под законом еврейского, израильского государства, не рыпаться там, вот как вы в Дагестане живете, намазы делать, брать, работать в этом государстве, жить, учиться, все равно, как и вы в Дагестане, они сами ни хрена там не могут. Им нужен какой-то там хозяин, который будет им показывать, что и как надо делать. И вот я не пойму, почему вы туда лезете, и их пытаетесь, под Израиля куда-то вытащить, а сами, когда вот ваша тема поднимается, мы без России не можем жить, мы сами, ни хрена не можем, нам нужен, вот хозяин какой-то. Так палестинцы тоже нормальные мусульмане, там себе молятся, и у них хозяин евреи. Все, вы зачем тогда туда лезете? Они нормально там живут. Самое гадарес, то, что Шамиль депрессирует, я не понял один момент. Ему только что объяснили, что 2 селения дагестанских, то есть его братья дагестанцы, хотели жить по законам шариата. Но другие дагестанцы, которые были не согласны, хотели жить по законам, как он так понимает, кафиров, да, пошли против своих же, но обвиняют почему-то он чеченца. Вот. Какой-то маразм, реально. У них это в голове что-то непонятное, да? Они вообще там пойти помочь им. полная каша.
Ну, а деградация – это ужас просто. Что у него в голове? Я даже в себе представить не мог, что у молодежи такое в голове. Ты представляешь, напали на какое-то село, он даже сам не понимает, что на село нападать, что там золото, бриллианты. Сами попросили помощи, туда Не, не, также не, их не, вы миграция сами пошла. позорите себя, я вам скажу конкретно, есть же. Вы здесь Как? тавудскую политику ведете сейчас на данный момент, есть же. Вы Нет, говорите за тех людей, на самом деле, послушай ты, рот закрой свой, Ты обезьяна, блин. закрой свой Ты рот, позоришь, блядь, кавказцев. маймун Послушай меня, хренов. обезьяна сюда. Внимательно, Ты неграмотно, закрой блядь, свой нихуя не рот, читал. Алло. Тебе подобно, ты не ищи. Успокойся. Ты видишь, смотри, подожди, как тебя звали? Не знаете. Гусар, или как, я уже забыл. Смотри, ты должен не к чеченцам, вот в эти Гапур группы. его звали. Ну, подождите, Гапур пускай. Ты должен не сюда идти. Подожди, дай я выскажу, потом я тебе включу микрофон, я тебе включу. Ну, не перебивай, подожди. Тебе нужно не к чеченцам приходить в группы, а он, видишь, твой вот этот братан Шамиль, который сюда заходил, тебе нужно его полностью в ислам привести. Потому что вы вообще то кафиры, то не кафиры, вообще не поймешь, что у вас там в голове. Ходите, короче, сюда куда-то, в чеченские группы, нам позоритесь, не позоритесь. Этот же дебил, блин, который до тебя зашел, сидит здесь и рассказывает, короче, ты кафир, ты мафир. Тут же сидит Кадырова какого-то, почему ты не выкинешь, мне говорит. Алло, у нас никакого Хриндырова не было. Ваши вот эти вот, дагестанская гебня, да, всякие, Хачилаевы, вот этот, который сейчас сюда лезет опять и опять просится. Вот эти сексоты, гебнюки, агентура вот эта взяла, такие же, блин, среди нас, которые еще с давних пор среди нас прижились, да, вот таких говнюков активировали в нашей среде, пошли куда-то в этот Дагестан, никогда в жизни, который не будет ни свободным государством, вообще там ни хрена, никакого, ни ислама, вообще близко ничего не стояло. То есть там больше русские, чем сами, ну, я сейчас не о всех там людях, о каких-то мирных, гражданских, но я говорю, что вот это люди, они там россияне полностью до мозга костей. И вот эти вот взяли туда куда-то, потащились, пошли из нашего государства, вылезли, пошли туда, потащились, короче, куда-то спасать, помогать, какие-то шарикаты устанавливать. И взяли, притащили эту Русскую Федерацию, да, к нам домой. Полностью уничтожили 180 тысяч во вторую вот эту войну, да, там население. В первую 120, во вторую около 180 тысяч. Уничтожили там всех людей полностью, все государство под русский сапог затащили. Сейчас он ни один пикнуть там не может, ни инакомыслие проявить. Полностью всех под русский сапог загнали, да, куда-то в Украину закидывают, во все дырки. И эти еще сидят, а вы почему там Кадырова какого-то не выкинете? Понимаешь, вот этот сидит, который даже не понимает, что из-за его говнистого дагестанского ваххабизма вот этого, из-за агентуры, из-за этих говнюков, мы лишились государства. Из-за этой петушни всей, ФСБшной. Сидит еще, вы Кадырова какого-то. Банальная провокация, обязательно. Здравствуйте, братья. Ассаламу алейкум. Братья, я, короче, Машу, приходи свободно. Я принял недавно ислам. Я извиняюсь, я почему-то говорю, потому что я немножко Поздравляем вас. Я немножко заболел, и поэтому у меня с носом так, я поэтому так говорю, заложено. Больничный возьми, отдыхай, тебе нельзя. Да, брат, Да, заболел, надо 3 дня отвязаться надо. Ребят, слушайте, на самом деле, я что хочу сказать. Я, знаете, я раньше был христианином, но принял ислам и дошел нам такие истории неинтересны. Это... Подожди, родной, подожди, дай я тебе скажу. И действительно я нашел в этом, как бы, ну не знаю, мое это. Я вижу у человека, у которого украинский флаг. Да, слушайте, я болею за ислам всем сердцем и душой.
Но когда я У видел... меня мой друг, никак руки не доходят, еще туда и израильский флаг поставить обязательно. Нет, родной. Я израильский флаг не буду ставить, потому что Израиль объявил войну исламу, мусульманам. Сегодня нашествие дагестанского султана, да? Не, брат. Артур, а 2 миллиарда мусульман мучают 15 миллионов евреев? Евреи мучают мусульман. Да, я сам видел документальный фильм, родной. Я видел документальный фильм «Слезы Палестины» называется. Американский На каком журналист. канале? Это американский журналист. Это запрещенный фильм. Он сейчас запрещенный. На каком канале? Где? Он не на Вы никаком англоязычный? канале. Он просто выложен. Не, вы англоязычный? Родной, палестинцы, это те же мусульмане, братья. Я не хочу, чтобы мои братья страдали за какого-то вы иуды. где живете? Друг, вы где живете? В Молдове живу. В Молдове, да, в Молдове. Вы хотите в Молдове Да. исламское государство? Шариат. Да, я хочу. Да, и Да, я где хочу это этого проявляется? ислама. В чем это проявляется? А чего вы В чем смеетесь ваше? так? В чем вот это ваше Я принял ислам. проявляется? Не, слушай, родной, я принял ислам, потому что это мое. Аллах мой. Кто тебя сюда прислал? Подожди, смотрите, мой друг. Вы за, чтобы Дагестан вышел из Российской Федерации и стал исламским государством? Пускай будет исламским государством, я не против. Вообще за. И Татарстан тоже исламским государством. Пускай будет. Аллах велик, пускай будет. А сама пускай будет Россия, вы ислам. хотели бы, чтобы вот Путин стал халифом исламским государством? Да, да, пускай будет. Я вот тоже конечно. хотел бы, я полностью разделяю вашу вот эту... Но, родной, я вижу у тебя на аватарке украинские сердечко. После того, как украинские солдаты резали на Коране, когда я принял ислам, когда увидел в ТикТоке, когда на Коране резали сало, извини за выражение. Извини, у меня просто насморк. Простите, Тебе пожалуйста, надо братья. вылечиться, нельзя здесь тебя так беспокоить себя. Надо тебе Да, у вылечиться. меня просто насморк, я поэтому так говорю. Это, скорее ребят. всего, аллергия, потому что сейчас уже вот это началось. Можно сказать, что Да, вопрос у меня. братья, я поэтому так говорю, потому что у меня насморк. Вот. Можно вопрос просто? На работе больничный возьми, что ты не можешь взять больничный взять Не с работы? дают, братья, не дают. Вот вопрос можно, Чего Артуру? ты больной? Да, На работе конечно. больничный возьми, отдохни. Конечно. Вот вас сильно задело вот этот момент, да, когда резали сало на Коране. Да, понимаю? задело очень сильно. Ну, как верующий, я вас понимаю. Ну, вот один вопрос. Поддержите вы Россию? Путина? С одной стороны, его да. взгляды? Ну, с другой стороны, нет. Ну ладно, ну тогда вот смотрите, первая война, где-то 2000, начало 2000-х, как Путин заявляет, если надо, и на их Аллах управу найдем. Что, прости, брат? Ну вот высказывание Путина, если надо, то и на их Аллах управу найдем. Ну как? Как мусульманин вы можете поддерживать? Путина, к примеру. Вот вопрос у меня. Мне вот интересно. Я Путина... Ребят, я вам честно скажу, я Путина не поддерживаю. Я свою судьбу и судьбу мира вручаю в руки Аллаха, и пускай Аллах решит. Ничего не могу никому не судить. Вы вообще, вы правильно поняли ислам? Или вы какой-то суфист? Нет, я правильно понял ислам. Но вы изучили полный кто вам дозволил? Кто вам дозволил жить среди кафиров в Молдове где-то? В Молдове или в Молдове? Где? Что дозволил? Кто вам дозволил жить среди кафиров там? Что такое кафиров? Извините, я не понял. Кафиры – это те, кто не мусульмане. Неверные. Ну, неверные.
Я могу жить среди всего. Как вы Главное, что у меня можете? вера есть. По закону, Да, по стоп, стоп, законам стоп, нет. стоп, 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 стоп. Вы Слушайте, как раз таки я, должны переселиться. слушайте, я, во-первых, я разведен, я живу один. Читаю Коран хотя бы по часу, по полчаса в день. Стараюсь читать. Даже если я работаю. В Во-вторых, переводе читаете? В переводе Нет, читаете? да, вы в как переводе раз читаю. таки вы как раз таки должны прочесть суру 5.51, 5.57, 3.28, 4.97, 4.144 и также можете прочесть суру 68 аят, то есть первый аят, извиняюсь. Ага. И понять, что вы вообще ничего не приняли еще. То есть вы вообще далеко от ислама, если вы среди кафиров живете. Ага. Можно задать Так что вам вопрос? рановато еще за Палестину топить. Хорошо, пока еще. можно? Вы можете себе на аватарку израильский флаг поставить, кстати. Нет. Можно задать вам вопрос, пожалуйста? Можно задать вам вопрос? Я извиняюсь, я что-то говорю. Да. У меня с голосом немножко голос это. Слушайте, давайте так возьмем. Когда мусульман угнетал Израиль, да, исламскую веру, да, дальше то, что люди, простые люди, мусульмане, не могут говорить то, что они мусульмане. И вот даже я, извините за выражение, вот я живу в Молдове, да, я мусульманин, я принял ислам, поклялся Аллаху душой. Артур, вам Подожди, кажется, одну секунду. Вас уже поздравили. Вам кажется, потому что Подожди секунду, подожди, ты меня не перебивай, Артур, пожалуйста, смотрите, родной. если я буду ходить там, я не знаю, по публичным домам и говорить, что я мусульманин, там, верующий, туда-сюда, алло, это как бы не соответствует. Родной, а тогда ответь мне на вопрос такой. Как же ты поддерживаешь братьев-мусульманов, когда у тебя на аватарке сердечко с украинским флагом, которые на Коране резали сало, во-первых. Во-вторых, они поддерживали убийство мусульман и мусульманских детей. Извини за выражение. Вот меня сейчас чуть сорвало крышу. А я только 72% мусульманин. Израильский, ты поддерживаешь Израиль, который ущемляет мусульман? Да, ты поддерживаешь мусульман? Ты мусульманин и иудей? Нет, я 72% только мусульманин. Это 72%. Получается, что ты поддерживаешь иудеев, которые истребляют братьев-мусульман за то, что они мусульмане? Я детей, поддерживаю... подожди, извини, брат. Так, подожди, не торопись, мы никуда не торопимся. Я поддерживаю иудеев, Израиль, который хочет нормально жить в своем государстве. Не хочет, чтобы на него нападали всякие террористы и всякого рода вот такого подобная хренотень. И это нормально. Что тут непонятно? Ответь мне на вопрос. Когда на девочек мусульман сбросили израильская бомба и убила девочек мусульман, это нормально? О чем сейчас речь идет? О каких девочках? Скажи, пожалуйста, братья-мусульмане, которые погибают вы от что там израильских бомб. смотрите вообще, Артур? Вы что там смотрите-то? Я не пойму. Я смотрю новости. Вы что там курите, Бога? Не, из какого утюга это все вам вещают, я не пойму. Не, брат, подожди. Ты как Что-то мусульманин... сильное такое вы курите. Что вы курите? Поделитесь. Слушайте, мусульмане есть мусульмане, иудеи есть иудеи. Кстати, вот то, что Лехук сказал, мусульманин должен желать до своего брата того же, что и себе. Так что вам нужно делиться иногда. Вот это. Что это вы там курите, действительно? Нет, родной, я буду верен Аллаху и буду читать Коран
И никогда в жизни не буду поддерживать Израиль. И буду слушать только слово А Мухаммеда. вот А Россию вы никакого все-таки Израиля поддерживаете, я да? не Вот буду Россию слушать, родной. поддерживаете вы. Россию Мне по поддерживаете, да? барабану Россия. Не, Факт то, что постойте, братья... постойте. В Сирии около 1 миллиона гражданского населения раздолбили. Я видел вот живые какие-то кадры, да, которые там снимали, детей, женщин, стариков. Вот Россия залезла в Сирию и создали вот этот ИГИЛ, и как бы под видом того, что борются потом с ним, начали мочить гражданских. Не ИГИЛщину, как раз таки вот западные страны, они по ИГИЛу долбили. А вот эти вот русские, они около там Лимона, ну, несколько сотен тысяч точно гражданских забомбили. То есть это вообще, если там соотношение, то, что там сейчас с Палестиной, с палестинцами там происходит, это вообще какая-то 0,0 какой-то, там, я не знаю, какой-то там процент, да, который в хвосте он там где-то стоит. То есть, я не пойму, у вас какая-то однобокая ненависть. Вы можете более таким, скажем так, ну, правильно, скажем так, относиться, да, вот, как бы к вот этим вот и к вот этим вот более справедливо? Я отвечу так. Я за исламский мир. Вот. И я поддерживаю всех братьев мусульман, палестинцев, иранцев, всех братьев поддерживаю. Сирийцев поддерживаете? Поддерживаю сирийцев. А вот в Сирии то, что устанавливали исламское государство, родной, поддерживаете? Если... Вот я сейчас вот недавно принял ислам, вот начинаю вот прям углубляться в ислам, да. Вот я благодарю Всевышнего, что я нашел эту веру. Наконец-то это мое. И да, слушай, я поддерживаю ислам, весь исламский мир. И всех... Надо в кружок, который бывает, собираются, вот пьяницы собираются. В такой кружок тебе надо пойти там, что поддерживаешь ислам, такой кружок надо найти свой там. Слушай, ты, который исламский кружок, если ты какая-то там шваль и не понимаешь Коран и слово Мухаммеда. Аузу билля, как ты можешь брать вот Да потому что он оскорбляет мусульман. Это оскорбление. У меня один вопрос. Чем я оскорблю мусульман? Я тебе говорю, тебе надо в кружок этих мусульман это пойти. не ты, Да какая не ты разница? в этом. Это не ты, Артур, в ТикТоке собирался там Кораны раздавать, короче, чеченцев там приглашал. Это не твои ролики там? Мы сейчас поедем, будем раздавать Кораны, можно? Да, с Австрии кого-то там собирали. Слушай, если мусульмане соберутся против Израиля и против Украины, я сам пойду в джихад и сам буду против Украины и против Израиля воевать. Надо Давай лучше против России сразу. Что там? Украина? Да нахуй против России, против Израиля уже пойти против Украины. Сирийцев убивала российская армия. А что же? Слушайте. Российская армия. Чеченцев не, убивала дорогие, российская армия. Значит, вы не мусульмане. Я, значит, не туда попал. Но почему-то вам, не знаю, вот в глаз лезет именно Украина и Израиль. Лично для меня, как чеченца, меня беспокоит именно моя родина, понимаешь, Артур? Меня беспокоит моя родина. То, что вы приняли ислам, это ваш выбор. Это ваш выбор, мы рады за вас. Нашли Бога, окей. Но не надо однобоко мыслить. Мы тут рассуждаем глобально, смотрим со всех сторон. Потому что картину надо смотреть полностью, а не мелкие куски выбирать, как вам выгодно. Полностью то, что Израиль угнетает наших мусульман?
Это называется полностью. Давайте И мы- давайте и вернемся. потому что... Османскую империю. Подожди, Палестина подожди. помогала Англии разрушить Османскую империю. Османы были мусульманами. Ну что Ну. тогда братья палестинцы-мусульмане пошли против братьев османов? Мусульман также. Да какая разница? Мы решим между собой, Вот, мусульмане. там блядь. без есть разницы, разница, то, короче. что вы Главное, смотрите против однобоко на евреев. вещи. Главное, Смотрите против однобоко на евреев. вещи. Вы не рассуждаете глобально, вы пытаетесь углубиться в детали. Вы смотрите только то, что вам выгодно и то, что вам по душе. Так система не работает. Ребят, Короче, ну смотри, просто брат, не интересно. слушай их, бери, короче, это самое, что у тебя там, винтовка или берданка, я не знаю, и в эту самую, в Афганистан. Да слушай, я лучше пойду в Афганистан, по крайней мере, найду своих единомышленников. Извини за вот эту резкую Правильно, риторику. правильно. Не сиди здесь, не заходи в такие каналы, Лучше не надо. я не буду заходить в интернет, лучше я буду с афганцами, чем, извини за выражение, просто за разговорами. Правильно Извините, мыслишь, ребята. правильно мыслишь. Иди, В там, надо Афганистане будьте в теме, кругом бачи Брат, базы, тебе, там тебе сильно в надо, теме. тебе надо Аллах иман велик, подтянуть. извините, пожалуйста, Аллах нас Артур, рассудит. иман у тебя слабый, надо немного подтянуть. Аллах пускай рассудит и направит меня на правильный Кто путь. такой Извините, слышал, ребята, может уровень быть, я не упал. Тебе попал надо не на уровень тот стрим. немножко поднять надо. Братья, может быть, я не попал на тот стрим. Извините, пожалуйста. Пускай Аллах меня ведет по Бисмилля, Корану и по праведной жизни, как Мухаммед Маша был. Аллах, иншаллах. Пускай меня ведет Мухаммед по своему пути. Извините, пожалуйста. Может быть, я не согласен с вами, но... Не, все нормально. Кто? Подожди, У кто? каждого Мухаммад свой ведет. выбор. Ты подожди, ты ширк что сделал сейчас? Артур, Что я сделал? Мухаммад тебя должен вести по прямому пути. Да, пускай Аллах ведет меня и Мухаммед. Ты, стоп, быстро шахаду, давай, повторяй сейчас за мной. Ашхаду, Ашаду, ан ля иляха. аляха. Чё? Ты шахаду не умеешь произносить? Слушай, я ж тебе объяснил, что я только недавно... Слышь? Подожди. Я только недавно в исламе. Ты понимаешь? Ты сейчас сказал, что пророк, чтобы тебя... Ты что, этим самым мертвым поклоняешься, что ли? Нет, я не мертвым Я же поклоняюсь. поэтому Слушай, у тебя спросил в самом начале, ты суфист, что ли, вот эти могила-поклонник? почему ты говоришь могила поклонника? Ну, пророк, Слушай, он же как бы, ну, мертвый. послушай меня, До послушай судного меня. дня. И ты только к Аллаху можешь обращаться. А ты сейчас как какой-то Слушай, этот суфист называешь к мертвым. слушай, в арабском языке, да, я не силен, я признаю это. Но я произвел клятву Аллаху, да. Ну, в принял ислам. евреях ты специалист, как я понял, да, вот очень хорошо разбираешься. Потому нужно что... против Украины, насчет Украины ты тоже специалист, и насчет евреев. Я правильно говорю? Ага. Нет, брат, я буду изучать Коран буду изучать. И буду изучать слово Мухаммеда. И извините, Иншаллах. братья, может быть, я не прав, я не все суры знаю, может быть, я не грамотен, потому что я новичок. Но, по крайней мере, я знаю то, что ислам – это истинная религия. И так что, походу, я не попал ни на тот стрим. Это Смотри, тяжелое направление. Артур, ты кто вот, манхадж какой у тебя? Ты мадхалит или ты рафидит? Я не манхалит, я просто Ашарит? изучаю Коран. Какой манхалит я? В начале своего пути. Я принял только недавно ислам. Нет, ты должен же все-таки там, потому что и вот эти 72 течения, не в то попадешь, как бы тебя занесет. Да. При выходе Кирдык ему объясняли? При выходе Слушай. Хасан Кирдык объясняли ему? Кому кирдык объясняли?
Ты У объясни, иудеев, пожалуйста, пожалуйста, объясни. смотри, у иудеев Ну вот. было 71 течение, у Да в рот ты христиан ебал 70. этих иудеев, блядь, уже Да, надоело. блин, сейчас тебя это самое выкинут отсюда. Аккуратно, аккуратно. Это ты уже на 70 лет, подожди, на 70 лет от рая ты уже отдаляешься. Одно матершинное Что слово. Ты видишь, что еще как бы на стадии только изучения ислама. Не торопись, подожди. Смотри, иудеев было 71 течение, у христиан 72, а у мусульман 73 будет, сказал пророк, и тебе нужно в правильное попасть течение, а то тебя там вообще куда-то водопадом скинет. Поэтому нужно аккуратным тоже здесь быть. Слушай, я выбрал Аллаха, потому что это Всевышний, это единый Бог. Я не буду никому поклоняться, там, иудеям, всяким народам, всяким иудейским. Есть один единственный Аллах, Творец. И все. Мне по барабану, кто такой иудей, еврей, Израиль. Извини за выражение уже. Уже мне этот Израиль уже надоел. Кто у вас есть президент в Молдавии? Президент кто у вас? Санду. Есть он Иса. мусульманин? Нет. Артур, как закончишь, дай маленький вопрос задать тебе. Говори, брат. Артур, а как вот, например, ты вот, короче, как бы ты передумал вот в исламе, как бы тебе не понравилось, и вот ты решил выйти из ислама, тебе объясняли, что при выходе кирдык? А я из ислама не выйду. Не, вообще, ты знаешь, многие так говорили, выходили. Вообще тебе объясняли, что капут будет? Если что, Артур, лайфхак для тебя. Ты еще не принял, потому что ты шахаду еще не умеешь произносить. Ты вообще не следуешь заповедям сур, которые тебе запрещают жить среди кефиров. Ты не знаешь какого-то течения, так что вот действительно обдумай вот то, что тебе чеченский груз говорит. А то, короче, если заднюю, да, что там вообще... Как он говорит, брат, можно мне ответить тебе, пожалуйста? Можно мне ответить, пожалуйста? Да? Мусульманин, который ради Аллаха душой и праведными, пускай он даже не знает законы, но он творит ради Мухаммеда и читает Коран, пускай он новичок. Это праведный человек или тот, который, скажем так, знает Коран и рожденный в Коране, да, и творит грех, и болеет за тех, кто братьев мусульман убивает. Кто из нас праведник? Ну, это сейчас попытка нас как бы пристыдить, что ли? Нет, смотри, как это называется? Смотри, мы как бы не сможем сейчас узнать, у кого какие... Все вообще-то по намерениям, да, там, в исламе? Не, брат. А вот к тебе вопрос. Ты знаешь, что у тебя гурии будут в раю, если ты шахидом станешь, 72? Слушай, я свою судьбу, я тебе еще раз повторяю. Полногрудых добавь, чтобы он понимал это, со стоячими грудями такие, 72 будет. И 1000 мальчиков у тебя будет. Это немного посерьезнее. Слушай, ты вообще нормальный человек? Я тебе говорю про Всевышнего, я тебе а ты мне говоришь про пошлость. Я тебе рай рассказываю, что ты? Не, слушай, вот ты нормальный, пожалуйста, ты мусульманин, я тебе говорю про Всевышнего, хочу сказать. Я тебе там описываю рай, я тебе рай описываю, какая пошлость. Не надо мне описывать рай. Я знаю, что я влаживаю руку, то есть свою судьбу в руки Аллаха. И ты смеешься над этим. Ты смеешься над Аллахом. Я тебе рассказал, это воля Аллаха. Артур, я не пойму. Все. Я не могу понять. Вот все, что ребята, тебя... вы не мусульмане.
Потому что вы не уважаете Аллаха. Такфир нельзя, такфир. Нельзя так такфир. Аккуратно. Вот есть мусульмане, Да. что аккуратнее. Сразу такфир. А как вы можете не уважать Аллаха, когда я говорю, что я Ну, влажу ладно, свою судьбу в Аллаха? Вам просто банально объясняют то, что написано в Коране. Понимаете? Вы еще не изучили некоторые аспекты Корана, а мы их Артур, знаем. они исламофобы. Не Мы не верь им. исламофобы, Они исламофобы братан, просто. так что не надо Вот думать. этот какой-то провокатор, не слушай его, блин. Артур. Это 100% из Израиля, он откуда-то на связи ходит. Не, ребят, Вообще не слушай. короче, слушайте, я выхожу с эфира, извините, пожалуйста, но я влаживаю Да, свои... больничный, на работе больничный возьми. Да. Артур, Эти Пускай люди Аллах исламофобы, меня хранит. предатели. Артур, вот этого израильтянина не слушай, он 100%. Я влажу... Слушайте, все Фальшивый слушайте, я сейчас мусульманин. выйду, но я сейчас скажу. Я Артур, не принял выходи, ислам. не выходи, Артур. Один буквально вопросик. Что вот вас побудило принять ислам? Если вы про Гури не знаете, про исламский рай не знаете, Тоже вот интересно. что именно, что вас Артур, Я тебе скажу, что... исламофобы, не слушай их. Я тебе скажу, что меня Так, вот этот побудило принять провокатор, ислам. его не слушай. Потому что ислам, это мое родное. Понятно, но детали можно, пожалуйста? Нам тоже интересно. Детали. Когда я слушал намаз, я слушал свое родное. Когда я слышал Коран, я А слушал, вы можете прислушивался. вот суру первую Это мне по душе. Из намаза вот эту первую суру Фатиха прочесть можете? Я еще раз повторяю, я новичок, я не могу это прочесть. Правильно. Ну, ладно, тогда Не, можно другие детали нам. Вы Ладно, сколько дней назад вообще приняли? Вы давно уже? На грудь сколько приняли? Где-то 2 месяца назад. Ты уже смотри, ничего сразу себе. заболел. Вы еще намаз не делаете? Как бы по интернету делаю. Как это по интернету? Вот так. А что вы смеетесь? Так же продолжайте, говорит, это- все нормально. Слушайте, для меня главное, что я верю в Аллаха, вот, и я сейчас Главное, хочу купить... с хрусталем поаккуратнее, смотрите, в Молдове там. Слушайте, я сейчас не... Я читаю Коран по интернету, но я хочу купить Коран настоящий, который в переплете. Да Я сразу научусь читать женитесь на Коран. мусульманке, женитесь, и все нормально, не надо ничего Салам читать. алейкум Ну, всем женюсь, мусульманам. конечно. прям. Так, А чё вот вопрос? к нам пришел великий имам. Он может вас это самое. Нет, Еще раз великий можете тебя я тут шахаду. никого не вижу. В любом случае, ты тут самый великий, я так вижу. Аузу билля, аузу билля. Вот давай. Что ты тут сидишь, гонишь людей, Шахаду. людей загружаешь? Чё ты Научи. тут? Не, вот, брат Артур вам говорит, взял ислам недавно. Вы его сидите, грузите тут. Артур, Мы его грузим. Ничего Как мы себе, его мы грузим? не грузим, мы ему, вы как бы... Артур, кто тебе объяснял вообще про ислам? Тебя, по-моему, какой-то суфист там запутать. Розовый ислам. Не, в чем его запутали, я не знаю. Ну, человек вам Мы его говорит, про пару рай месяцев назад рассказываем. он взял Мы ислам, ему вы про его рай должны направили рассказываем. путь наоборот взять, вы его берете Да. и как-то его крутите, все Мы не прикалываете, крутим, мы сидите. ему про рай рассказываем. Алло, ты сам мусульманин? Ну, Да вала, гудите сам мусульман, не мусульман, что должен حضرتك гудите, дить ахуй, битер, блядь, сидите, гоните тут, блядь. Подожди, не нервничай. Подожди, блядь. Чего вы человека грузите, басок, блядь? Аккуратно, мы Нормально его, нормально. Объясните человеку, если вам человек говорит что-то. Соборден, для связки слов. Собор. На 70 лет отделяться от А вала, да, 70 лет. Ты что, тут распределяешь, что ли, что, где? Да не я, это Аллах вам сказал. Не, это какой-то вообще джагель, по-моему, который зашел. Да.
Вообще какой-то наблюдатель. быкует, непонятно. Наблюдатель. Артур брат туа, отходу и братиш. Артур, Portugal de ook proceed en zo. Zij deed en de school moest op den dual dus. Deed en Peter Шьелы и Все сказанное вами, На 140 лет дьявола. Моцарт, Шуберт, все, что сказанное вами, то, что вы еще будете говорить и так далее, и мы всегда в эфирах, да, мы всегда в эфирах это озвучиваем, полностью отсылается вам амин обратно и бесповоротно. Так что вылетаешь отсюда. Так еще на 400 лет улетел он. Да, уже там на несколько этих годов. Короче, я хочу сказать, ведущий, Аллах придет, и я не жалею, что я принял ислам. Так не говори. Аллах придет, нельзя говорить. Потому что это уже ширк, так нельзя говорить. Аллах не приходит, он как бы на троне вознесся. И когда ты говоришь... Может быть, я неправильно говорю в этом. Я новичок. Ну, я тебя поэтому подправляю. Да. Ты это не обессудь. Слушайте, я не жалею, что я принял ислам. Это очень мне по душе. Не, я понял. Хоть какая политика. Артур, ты знаешь, что пить нельзя? Я сейчас выхожу уже просто, чтобы я вам хотел сказать перед сном, завтра на работу. Вот. Я принял ислам. Я ни о чем не жалею, что я принял ислам. И я стараюсь читать Коран, стараюсь хотя бы по 15 минут в день читать Коран. Не, с хрусталем поаккуратнее, смотри. Слушай, на все воля Всевышней. Если меня Всевышний привел в ислам... Смотри, значит, ты в исламе уже пить нельзя, смотри, аккуратнее. Там ты в Молдавии находишься, там проблема будет. Да, ты думаешь, если там тебя какие-то другие мусульмане не видят, что Аллах не видит тебя, что ли? Ты смотри, там не злоупотребляй. А чем я злоупотребляю? Ну, нельзя хрусталем, пить в исламе. С хрусталем поаккуратнее, говорю. Каким хрусталем? Уголек. С бутылками поаккуратнее. Я ж тебе сказал, что мне насморк, бля. Наблюдатель, асахатен жуат целевахаяту баламу, Артур хабрату, отходу я хавежи. Заборде да вот, Артур брату, مسألة Артур брату. Наш брат Артур, он один был. Все мусульмане, бусуп, сагуй любого гасум, брату. Свободный Рамзан Ахматович, брат твой. Бусуп была Рамзан Ахматович, чуксум, брат, любого гасум, брат. Путин, брат. Путин, бусуп восили. Не, хинц, أنا مش أخيد شو مش جين خيد شو بوتين ويتا يقول شو كريس بوتين هو كريس بيل بوتين كريس بوتين هو شو والله هو شيء جين خيد شو شيء كوركي يوز ما يوز شو هذا بيروس انقماش ما دي اسمه آخر بوتيني ورمزاني أخيد والدي التأتي شو والدي رمزاني دراماني تاني ما نقمة دي هذا Наблюдатель. С хастером хайехто балажо. Ица синги эйлер, синг брат эл камелдира отхуйга ица эйлера. Хуя, мече эйлера. Поверу убеждение тхакуа. Там тапки была. Твой нахду, твой нохчи ду. Твой нахусо, нохчу усо. А любой нохчу вош уйха. بوصب سق لبو نوختو ولا أربو ولا ملا بوصب سق لا إله إلا الله محمد رسول الله وشك شاوك سوى شو قنبارة. لا تسوي شيء. سوى شو واسع سوى شو موس. بوصب. شيء بوصب. بوصب ورجع قاسو لبو وإبراهيم وفؤادي سوق. ما تخليش. شيء بوصب بو. ما تخليش بوي بوصب. سون سوى ما تخليش ما وجبت ساسون. نبياتل. وشوي إزواقون إشتريها. هنا؟ أصلاً تيجي دو عبيك بواحد حواش بوخش حنان سينك واحد حواش بوخش
الله دعوك بهواش واس بوش خيت عشين مش يقير برشت ببوش طبعا مو وانا بوش شو عمل انت مو لرت بوش عيلا مزدخو شو يديلت ايه خو شو يتعام وي خو حاجة شو سواش يبرح نوغا فون ديل نيزم نيقي غنى والغيش بوشو نيسو غيش والشو سق إشت نيس باتش مواش أش عترشيش نمر وش نيسو يش وش متيا انترسيش دا دات دي سخوش دا دي مو كرست خل بوسو بدن شو يعني وش باش شو بوتخن فوخني قون قدل أشع ويدات أو نيس العش دو يوي سوبرين حاجة بس إذا سووا انت Busol تصير what's your thought that busol مو سينا busol سملو dindolčak. مو سينا سملو Спокойно вычисли твои шуквы. كودين ويديش أوجس بوصل بري لو наблюдатель سو سي ويديش بوصل بري سنت لامز ديش سي ديل قبل ديش سي أش Ходу سقو сунтла نوريج мазбет قوبل садо. بويا ها نوريج قوبل Сунтла بويا خي сунтла мазбет я шват ودينا. أولاد كيف تبي شو наблюдатель Сабурне и вообще ледер умаду инс вайга дела. هو ديش هو قواتون حلامز ديش تداش Сабурне хопхис хосунна тхила мазме да шват дина. السيدة ديش لا مش دوا حسقت مديا عقي توجيش واتو سمس لامز ديش Ну, поместили, busol бывается, аусивается. هاي حاجات واتو حدا يلدل إيمان بس حيوكا ما تري دلال. سبب نتري حاملو تاخو دون حاملو يورو بآخر وين زدك سميلو سلتبي الله دال خاون سونا سميلو هوديك حيش يورو بآخر خيرو. سميتش عشرة هو بيو سميتش ولا حملو شوير دا ويلتا. Последний. Саа бирда ватсо сай сунта. Вахабийство. 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 Та зикорш та короче, вайдай шлиленак облцадаш, ушунаденак. Галбел бари мушрикш бари бош. ويديش شين دحيخنك ديدن إيش الله دال شيء قاش بيش درجة العقوة شبو كان شيء دحيخنك наблюдатель نوختي منافق فسن آخي إن قماش ديش شين دحيخنش أغورحي ديدن صار بصل دين خيتو так что их не надо обвинять نوختي منافق наблюдатель свободно уж галбел барбари إيش قلبه تسخله وتعديش نقيت شوية شين حايخن دين دوسر عليلنا كيتا قيت شو قلدي لك حيخن خلقتين خلي حوم هو دق قماش شوية قلدي خله تسخله كينشر كافر شونم سين مش أوحيزداش علي يا الله دي مش أوحيزداش شمداش تحكروك تيستاش أو شعاخوش أش دخل أديش لقمة غلدوش وينسى من أغور بنا تعزت بيت وغير تعش يبصوا بنا تعال صابرداش أقول أش غلدو غرادات أش ليل بش نيكو تحكي شواتس هو ديش наблюдатель هاверza هو просто هذا أول شيء شاتن شو تسويه هذا دعوة بيشوف جيم سمو دوخ شترچوه انولتا شبيغون وقت إتا جيم حيز ويش اشتدوخ شترت هو نه حيزور دو حوالش حقيقة كرست قوشون حد كرست شي شو حال شي بوصل بدين شو ولا شي باش ولا تا بوصل بدين فدو وي ما تخا شو بوصل بدين دات حديش مو اسفق عباخ вообще تا هم вообще نتي تخوز حسن وگي تا ايش تا مسكنا بات وش اودول بيوش اوكراينن دو halboshi جوكتشن شو هيك شي اشتاب شبيغون شو شتات خوشول ديال ابراهيم صبري تخات درس اولش خزن سوقو 70% бара, 75% бусу бара. 72 هو пока 72 бара, куда сақитон, аялчуна, смысл гуятун. Хула бусу 100% халвет, вата очень халвет. 100 хохилур ват. Муху, қитвесан, хақитве мухулус, я не понял. Чур бьюхум нештат, оштилла цишол шват. В смысле бьюхумш? Ну, в смысле, например, сура 4:24 аят. Изнасилование замужних женщин, нагац мост халилдер, дуй, кафир вари, мафир вари бош. عاديش هم مش دي عاديش بحندو سويست خلي جواب لويس جواب لويس بالش عاديش خزن سون قچقي наблюдатель جواب لوشوسو وانا مچو خل اشتاجيم свободен جواب لوشوسو все кретин со جواب لوشو اسو با 72% унду очури бюхум нештат
зудри насиловать, бари разные, короче. Хилас бол юарез церц қаст му вези из шокач бер дали най до цалейш, короче, билош. Веши ахисен зуди, короче, шичи ушбах бари до цана нах ба инагдем. Нах ба ичебем зучунс, короче. Чуэла ишат, один виса ишат, вистхила ишат бош. То есть вообще табио осалхум нашлуй. شده دقت يخدل يهم نش قابل دير شو إليل وشو إليل دير إهنت إليل ديش بالشارع ده تبال نشتو دير دقوسة قستان إملا ولا إسندل بيوهم نشتوي إيش قابل ديش وقت شو عين ده تسخيل ما ألر تكهم خلي شول شيء وابشة تجيات شون ديل يهم نش دي تيشول يا أها ليل ده يشول يا أها ليل ده توش ده الملا يا أها قابل دير ده توش نكده هون ده اجي بيوخون دوي قابل دويل دات چون ديل شتيمز دوي بيوات بكا دو إذا قي تعتصومش بيلغل بمال دولا وعيلا حليلا إيشول شوي برتانج Так, ладно, Кенти, наблюдатель, сажим ладуш, штун да дезер, просто хочу чуяла, шнырят, حسن وق قوة إبراهيم القرآن ديش تنبيري واتشادك смысл مسوم خوشوا ودير это массу эго доступно мадут не доступно а компьютер ча печатать деш таги адишн الخدمة دي القرآن عيلمنا أبوي от إجماع أهديش لو قمي حنا عيلم سقو ديش تغز نقصون اسمون قاي تردون يشا إجماع أهل السنة والجماعة هنا دينك أو دونين شعار يبوشوا إشات تير قمعودات تير فتواشي تير حبوغي اشتوتي توجن أتاك سيجر قميلا تيجين أول خيتون عايدة вообще короче واحد يعني اشتغل ضيغة не смысл حالك باتو чуть-чуть انчук 72 теченион не ну и 100% قيتسو 100% والله хотsun следовать тогда еще 100% мовайте раз полностью ты волдаю чуешь и сам не бить чуешь чур волш хаздается абсолютно вообще самый важный дага вай комац дол гиллак уллак везни галват ихум нештуксу чуюк нислуш тагдуй от нохчал дат вай нохчал дуй вай дай швен дитин дол со тачо та илило шубог дат амма тем не менее от нохчал эрдол что лумдуй от динчу дол из вообще никогда в жизни уходить еще ждать само не только es вообще лерт а ночи чего уходить не ждать ночи هم دو مال داشت نوخ أجمل بوق ده بص ولا حلقة بص دينش تدوخش نوخ خلوده نوخ بص دينش حقيقة شامل دل دقة ما ده دينش حقيقة شادل جي نوخ غلط نوخ رام كشي نوخ رام كشات حق مثلا حي عادة دتي ليو والغو عادة دتي هون تخا است عادة دتي تدتي تجاوب شي عادة عنا مت يخدوش دات تيجا حيوق نبرو عادة حق بدعة مدي يا عادة حبوق ديش والله عادة عدل بوشول بيمر بوشول حل ديخندو چون دل عادة تخ عدل لو باش ist gerze ulsche nachchishni huma düch юхт чун метан қайр халуштаг дат и сразу хаца düch но не qosh дари чусагвет in zwei gedietsna шичен мерқиет тамаги вистхил тамаги чуах короче один вист тамаги бош хум нишдуй zwei аха тердек хакиек да волвелч суннат дат чуа оказывается قول سجن بخوز ناقة بويت أخ شويت إن شاء الله
أخ شوحت إندا واتسا ميلا واتسا شوح والله عليك شغل والله عليك وش اسمه خزنا داس وش تيجي قولش حتجيم لدوش والله از دخل ديوغنا مس ولا دوش شخصه مس ولا دوش حسن مس هديك دو حديزني عادي شو قلنا بيسا تشرش شيسا تشرش سيمس شو ناخ بابا يا وش نيستو شو مدى عليستا والله قشور بخ كيجي مسو انتر دول صدوش تتوشم لا قشور زابر هما تيوي ارتجيم دات سيرزاجيم صدو عدو наблюдатель хуйга вообще эл هما датон хочу нагачу نيش أول да ичо дик эл ишти бах каса масери дел ках беркти эл марш ойл вай иштаз берти де хилма диезер сакам хилу дада пурн лойла хуендел все, друзья, прощаемся. Короче, спасибо за подарки, спасибо за тапки, за позитивные комментарии и так далее. Всем всего хорошего и традиционным чеченским